Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня я хочу рассказать вам историю одной женщины. Историю, в которой переплелись отчаяние и надежда, обман и искренность, предательство и настоящая любовь. Это рассказ о Ларисе, которая стояла на краю пропасти, когда судьба внезапно предложила ей неожиданный выход. Но за спасение пришлось заплатить высокую цену, а за доверием скрывалась опасная тайна. Приготовьтесь погрузиться в историю, где ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Прежде чем мы начнем, мне очень интересно, из какой вы страны, дорогие слушатели? Напишите в комментариях, откуда вы нас слушаете. А теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Когда меня в 5-й раз за неделю вызвали к директору швейной фабрики, я уже знала, ничего хорошего это не предвещает. Длинный коридор с отслаивающейся краской казался мне в тот миг дорогой в ад. Каждый шаг отдавался глухим эхом в висках. Кабинет Маргариты Борисовны встретил меня запахом дорогих духов и старой бумаги. Она сидела за массивным дубовым столом, подчеркнуто отстраненная, с кислым, вымученным выражением лица, которое должно было изображать тяжесть принимаемых решений. Ее холеные пальцы с безупречным маникюром нервно барабанили по картонной папке с моим делом, 20-летним, как и мой стаж. «Лариса Ивановна», — начала она, не поднимая глаз, будто разглядывая какой-то невидимый узор на глянцевом лакированном столе. Голос ее был ровным, безжизненным, отработанным до автоматизма. «Вы же понимаете, что сейчас непростые времена, рыночные реалии. Заказов мало, конкуренция огромная, китайский ширпотреб душит». Она сделала театральную паузу, давая мне прочувствовать всю неотвратимость этих рыночных реалий. «Нам приходится оптимизировать производство, ужиматься». Я молчала, вжимаясь в стул, чувствуя, как ногти впиваются в влажные ладони. В 42 года. 20 лет безупречной работы старшей швеей-мотористкой. Я помнила эту фабрику, когда станки гудели в 3 смены, а план перевыполняли к каждому празднику. И вот она, оптимизация. Холодный казенный термин, за которым стояла моя жизнь, перемалываемая в жерновах чьего-то расчета. «С 1 числа следующего месяца вас переводим на полставки», — выдал, наконец, директор, подняв на меня взгляд. Ее глаза были пустыми, как у озерной рыбы. «Или можете написать заявление по собственному желанию, как вам удобнее». «Как я проживу на полставки?» — вырвалось у меня, прежде чем я успела обдумать слова. Голос дрогнул, предательски выдав отчаяние. «У меня родители пожилые. Отец после инсульта, мать за ним ухаживает. Лекарства, уход». «Это ваши личные проблемы, Лариса Ивановна», — отрезала Маргарита Борисовна, резко закрывая папку. Этот жест был точкой, приговором. Решение руководства принято, обсуждению не подлежит. Я вышла из кабинета, и меня будто подкосили. Ноги стали ватными, а в ушах зазвенела мертвенная тишина. Эти 1,5 ставки, на которые я вытягивала себя, съемную комнату в старом доме, лекарства отцу, бесконечные продукты и коммунальные платежи, и теперь вдвое меньше. Цифры крутились в голове, складываясь в безрадостно невозможную арифметику. Как прикажете выживать? Воздуха не хватало. Вечером я сидела на крохотной кухне в родительской однокомнатной квартире, зажатой в панельной пятиэтажке на самом краю города, где асфальт заканчивался и начиналась пустошь. Пахло вареной картошкой и лекарствами. Мама возилась у плиты, суетливо помешивая что-то в кастрюльке, стараясь сделать вид, что не слышала моего унизительного, почти мольбу разговора по телефону с квартирной хозяйкой. Та, уже 3-й месяц, едва прикрыто намекавшая на повышение аренды, на этот раз говорила прямо и жестко. «Лариска, не переживай ты так», — тихо сказала мама, ставя передо мной чашку с чаем. Ее руки, шершавые в трещинах от постоянной стирки, уборки и готовки, дрожали. «Что-нибудь придумаем. Может, к нам переедешь? Тесновато, конечно, папина кровать с медицинским матрасом, его ходунки, да и инвалидная коляска места немало занимает, но зато сэкономишь на аренде».
Я посмотрела на ее седые жидкие волосы, на усталые провалившиеся глаза, на всю эту убогую тесноту их существования, и комок подкатил к горлу. Куда там еще и мне? «Мам, у вас и так места нет», — ответила я, глотая слезы. Голос снова подвел, сорвавшись на шепот. «Я что-нибудь придумаю, не волнуйся». Но что я могла придумать? В Ширксе 2 года без высшего образования, с единственной профессией швеи, которая медленно, но верно умирала вместе с остатками отечественной легкой промышленности. Я пыталась искать подработки, судорожно хватая заказы через сомнительные сайты в интернете, шила по ночам на старенькой машинке «Зингер», но это были гроши, ненадежные и случайные, капля в море растущих долгов. Отец лежал за тонкой стенкой. После инсульта прошло полгода, но левая сторона его тела так и оставалась чужой, неподвижной. Врачи в поликлинике, вздыхая, говорили о срочной реабилитации, о специализированном массаже, о процедурах, которые могли вернуть хоть часть подвижности. Но все это стоило денег. Денег, которых у нас не было и уже не предвиделось. Я вышла из родительской квартиры поздно вечером, когда отец наконец уснул, и побрела по темным, плохо освещенным улицам к автобусной остановке. В голове крутилась одна и та же мысль, навязчивая и беспощадная. Как же быстро, оказывается, может рассыпаться в прах жизнь, казавшаяся такой прочной. Всего год назад было относительно стабильно. Работа, пусть и не богатая, но зарплата 2 раза в месяц, родители более-менее здоровы. А теперь одна катастрофа, как костяшка домино, цепляет следующую. На следующий день на фабрике меня ждал новый, последний удар. В обеденный перерыв в душном цеху, пахнущем машинным маслом и тканевой пылью, ко мне подошла Ольга, моя коллега и, как я считала, подруга, вот уже 15 лет. «Ларис, я тебе должна кое-что сказать», — начала она, отводя глаза в сторону к гудящим станкам. Лицо ее было перекошено от неловкости. «Только ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Мне вчера Машка из бухгалтерии проболталась. Сама не знала, что нельзя. Твою полную ставку отдают Арине, племяннице нашей директорши. Она только техникум закончила, зелененькая, а ее уже на твое место готовят». Я почувствовала, как внутри все проваливается в ледяную бездну. Сердце на мгновение замерло, а потом заколотилось с бешеной силой. «То есть это не оптимизация?» Медленно растягивая слова, произнесла я, сама не веря тому, что слышу. «Это обычное кумовство? Самый примитивный блат?» «Ну да». Ольга виновато пожала плечами, разводя руками. «Маргарита Борисовна своих устраивает, а мы для нее всего лишь расходный материал. Ларис, если что, я могу тебе немного денег занять, пока ты не...» «Спасибо, Оля, но долги — это не выход», — перебила я ее, из последних сил стараясь держать лицо и не выдать бушующую внутри бурю. Мои пальцы сжали край стола так, что побелели костяшки. Я как-нибудь сама. Но внутри меня все кипело и рвалось наружу. 20 лет. 20 лет безупречной работы, преданности этому месту, где я оставила часть своей души и здоровья. И меня, как отработанную швейную нитку, как ненужную тряпку выбрасывают на помойку ради какой-то девчонки с блатом. Я всегда была не из тех, кто умел молчать, когда со мной поступали несправедливо. После смены, когда цех опустел и затих, залитый синевой сумерек, я снова пошла к директору. Во мне бушевала не просто ярость, кипела расплавленная сталь обиды и оскорбленной справедливости. На этот раз я не стала стучать в ее дубовую дверь, а резко распахнула ее, отчего та с глухим стуком ударилась о стену. Маргарита Борисовна вздрогнула, поднимая голову от бумаг. Ее лицо сначала побелело, как мел, затем залилось густым багрянцем гнева. «Лариса Ивановна, что это значит?» «Маргарита Борисовна, давайте на чистоту», — прозвучал мой голос, и он был твердым и металлическим, хотя внутри все сжималось в холодный комок. «Никакой оптимизации здесь нет и в помине. Вы просто хотите устроить свою племянницу на мое место, ценой моей жизни». «Вы забываетесь», — вскричала она, вставая. Искры негодования прыгали в ее глазах.
Как вы смеете врываться без разрешения и бросать такие гнусные обвинения? В кумовстве, да? Так это правда же. Не дрогнула я, упираясь руками в край ее роскошного стола. Мои пальцы оставляли влажные следы на глянцевом лакированном дереве. 20 лет я отдала этой фабрике. Ни единого нарекания, только премии и благодарности в трудовой. А теперь вы меня, как отработанную ветошь, вышвыриваете на улицу ради своей кровной родственницы. Это беззаконие, и это подлость. Вы ничего не докажете, процедила она сквозь стиснутые зубы, и ее шепот был ядовитее любого крика. Оптимизация. Законное и абсолютно легальное основание для сокращения штата. А если будете и дальше возмущаться и распускать порочащие руководство слухи, уволим по статье. Останетесь вообще без выходного пособия. Так что выбирайте — полставки или ничего. Я вышла с силой, хлопнув дверью, так что стеклянная вставка задребезжала. Руки тряслись от немой ярости и полнейшего бессилия. Она, чёрт её побери, была права. Я ничего не смогу доказать. У меня нет денег на хорошего юриста, нет связей. Да и кому я, простая швея, со своими проблемами нужна? Эта гигантская бездушная система всегда работает против таких, как я. Вечером я сидела в своей съемной квартире, крошечной студии на первом этаже старой проседающей хрущевки, и с маниакальной тщательностью считала деньги. Раскладывала на столе потертые купюры, создавая жалкие финансовые стопки. Вот аренда, вот коммуналка, вот минимальный набор продуктов родителям, вот самые необходимые лекарства отцу, вот проездной, вот счет за телефон. Цифры не сходились. Они не сходились катастрофически, образуя зияющую дыру в бюджете. Даже на полной ставке едва удавалось сводить концы с концами. А теперь... И тут зазвонил телефон. Незнакомый номер. «Лариса Ивановна», — раздался в трубке мужской голос, бархатный, интеллигентный, с легким, едва уловимым акцентом. «Меня зовут Бенил Романович. Я представляю интересы Ивана Владимировича Кузнецова. Вы, возможно, слышали эту фамилию». Кузнецова? «Конечно, слышала. Местный олигарх, владелец сети заводов, торговых центров и бог знает чего еще. Про него ходили легенды. Одни говорили, что он гениальный предприниматель, поднявшийся со дна. Другие шептались о криминальном прошлом и темных делишках. Но какое мне в моей бедламе дело до этих людей из параллельной, небожительской вселенной? «Слышала?» — ответила я настороженно, сжимая трубку. «Но при чем тут я?» «Иван Владимирович ищет невесту», — осторожно взвешивая каждое слово, произнес Даниил Романович. Я чуть не уронила телефон. В ушах зазвенело. «Извините, что? Невесту? Кто меня порекомендовал? И вообще, это какой-то розыгрыш?» Голос мой сорвался. «Никакого розыгрыша, уверяю вас». Его тон был абсолютно серьезен, даже деловит. «Вас рекомендовала Анна Дмитриевна Ковалева, которая когда-то работала вместе с вашей матерью в больнице. Она рассказала о вашей семье, о том, какая вы ответственная и самоотверженная дочь. Иван Владимирович ищет именно такого человека». «Анна Дмитриевна. Мамина давняя коллега. Вместе они когда-то медсестрами работали. Потом она куда-то уволилась, и связь оборвалась. И вот теперь такое». «Послушайте, я не понимаю», — сказала я, чувствуя, как голова идет кругом. «При чем тут я? Я не из богатой семьи. У меня за душой ничего нет. Мне 42 года». «Именно поэтому...» — мягко, но твердо перебил меня Даниил Романович. Иван Владимирович устал от молодых и алчных охотниц за его состоянием. Он ищет зрелую, разумную, устоявшуюся женщину, которая ценит не кошелек, а самого человека. Женщину, доказавшую, что умеет трудиться, нести ответственность и заботиться о близких без остатка. «Это очень странно», — пробормотала я, ощущая, как сердце начинает биться с неприличной силой. Такие вещи в реальной жизни не происходят. Происходят, поверьте мне. В его бархатном голосе появились теплые, почти отеческие нотки. Иван Владимирович готов немедленно решить все ваши финансовые проблемы, оплатить самое лучшее лечение и реабилитацию для вашего отца,
обеспечить ваших родителей всем необходимым, снять для вас просторную квартиру. Взамен он просит только одного — стать его законной супругой. Сердце бешено заколотилось, выпрыгивая из груди. Это звучало как спасительная сказка, сошедшая со страниц романа. Но где-то на дне души шевелился ледяной червячок страха. А не ловушка ли это? «А что? Что с ним?» Осторожно, почти шепотом спросила я. «Почему такой богатый и, наверное, влиятельный человек не может найти себе невесту обычным путем?» В трубке воцарилась пауза. Она затягивалась, становясь все более тягостной и красноречивой. Потом Данил Романович тихо произнес, и его бархатный голос стал особенно осторожным, почти шепотом, словно он боялся спугнуть хрупкую реальность. «Иван Владимирович — инвалид. 5 лет назад он попал в очень серьезную аварию. Теперь он прикован к инвалидной коляске. Полностью. Вот оно. Грохот истины, обрушившийся с кричащей ясностью. Я медленно, как автомат, опустилась на коленки старого дивана, и пружины жалобно заскрипели подо мной. Значит так. Богатый, могущественный, но сломленный человек ищет себе не столько жену, сколько сиделку, наделенную официальным статусом. А я — идеальная кандидатура. Бедная, загнанная в угол отчаянием, уже привыкшая ухаживать за беспоможным отцом, выдрессированная жизнью на терпение и самоотречение. «Я понимаю, что это звучит цинично и ужасно», — продолжал Даниил Романович, будто угадав ход моих мыслей. «Неожиданно и шокирующе. Но прошу вас, умоляю, не принимайте решение сразу, сгоряча. Подумайте. Иван Владимирович — достойнейший человек, умный, блестяще образованный, по-настоящему добрый». Да, его тело заключено в клетку из металла и пластика, но это не делает его личность ущербной. Его разум свободен. Он продолжает управлять своей империей, читает запоем, страстно интересуется живописью и музыкой. Ему отчаянно нужна спутница, которая сумеет разглядеть за коляской человека, которая будет смотреть на него без содрогающей жалости или, что еще хуже, без брезгливого отвращения. Я молчала, вжимаясь в колючую обивку дивана, переваривая услышанное. Во мне, словно на ринге, сошлись в жестокой схватке разум и эмоции. Разум, холодный и расчетливый, кричал оглушительно: «Это же единственный выход, спасение. Все твои проблемы решатся одним махом. Родители будут обеспечены, отцу можно будет оплатить самую лучшую клинику, лучших врачей, а не те жалкие крохи, что предлагает государственная поликлиника». А эмоции, тихие и ранимые, шептали предательски: «А ты сама? Что будет с тобой? Продать себя как товар за финансовую стабильность? Выйти замуж по расчету за незнакомца, которого не знаешь и вряд ли полюбишь? Это цена твоего спасения». Я подумаю», — наконец выдавила я, и голос мой прозвучал хрипло и чужим. «Дайте мне время. Мне нужно время». «Конечно». Даниил Романович явно обрадовался, что я не швырнула трубку с хлопком. В его голосе послышались нотки облегчения. «Завтра вечером, если вы не против, Иван Владимирович хотел бы поговорить с вами лично, по телефону. Просто познакомиться, пообщаться, без всяких обязательств». Я согласилась, почти не осознавая смысла произносимых слов, и положила трубку. Долго сидела в наступающих сумерках, не включая свет, уставившись в темное окно, за которым простиралась унылая панорама заднего двора с ржавыми гаражами. Ночь прошла в мучительном метании, и я ворочалась на скрипящей кровати, прокручивая в голове этот сюрреалистический диалог. А вдруг это изощренные мошенники? Сейчас столько афер, столько схем обмана доверчивых и отчаявшихся. Но что они могут взять с меня? У меня нет ничего. Мне нечего терять, кроме цепей нищеты. Утром, едва взошло солнце, я набрала номер матери. «Мам, ты помнишь Анну Дмитриевну Ковалеву? Вашу коллегу Аню?» «Конечно, помню», — удивилась мама. «Мы с ней вместе в больнице работали, на одном этаже. Потом она, по-моему, какому-то богатому бизнесмену экономкой устроилась. Хорошая женщина.
Давно не виделись. А что? Так, ничего. Уклонилась я от прямого ответа, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Просто вспомнила вдруг. Значит, Анна Дмитриевна существует, и история про экономку — правда. Эта мысль хоть немного, но успокоила бушующую внутри тревогу. Вечером ровно в назначенный час зазвонил телефон. Незнакомый номер. Я взяла трубку дрожащими, вспотевшими пальцами. «Лариса Ивановна, добрый вечер. Это Иван Кузнецов». Голос был низким, глубоким, бархатным, с легкой, едва уловимой хрипотцой, выдававшей либо возраст, либо последствия болезни. В нем чувствовалась привычная власть, авторитет человека командовать и принимать судьбоносные решения. Но в то же время где-то в глубине тембра слышалась усталость, затаённая, въевшаяся в самое нутро боль. «Добрый вечер», — ответила я, изо всех сил стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и спокойно. «Даниил Романович, я полагаю, рассказал вам о моем необычном предложении. Я прекрасно понимаю, как все это должно звучать для здравомыслящего человека. Женитьба по договоренности в наше-то время — брачный контракт, по сути. Но позвольте мне кое-что объяснить». Он говорил медленно, без суеты, взвешивая каждое слово. Он рассказал, как после той роковой аварии его мир перевернулся с ног на голову. Женщина, которую он любил, с которой строил планы на брак, ушла от него, не продержавшись и 2 месяцев. Не вынесла вида инвалидной коляски, не справилась с грузом ответственности. Потом были другие. Кто-то откровенно охотился за его миллионами, а кто-то смотрел на него с такой удушающей, театральной жалостью, что хотелось кричать. «Я до смерти устал от фальши, Лариса Ивановна», — сказал он тихо, и в его голосе впервые прорвалась неподдельная, незащищенная эмоция. От этого вечного притворства, от этих масок все видят во мне либо ходячий кошелек, либо несчастную жертву обстоятельств. А я просто хочу жить. Не существовать как растение, а жить полноценно, с человеком, которому я буду интересен сам по себе, с которым можно говорить обо всем на свете, молчать, вместе смеяться, просто делиться мыслями. «Но почему? Я?» — спросила я, и мой вопрос прозвучал наивно и беспомощно. «Вы меня совсем не знаете». «Анна Дмитриевна многое о вас рассказала. О вашей семье, о том, что вы с 16 лет встали к станку, чтобы помогать родителям. Как сейчас, не жалея себя, ухаживаете за больным отцом, не ропща, не перекладывая эту ношу на чужие плечи. Поверьте, в нашем мире это редчайшее, я бы сказал, исчезающее качество. Чувство ответственности и человеческое достоинство. Вы не сломались, не сбежали. Вы держите удар». Мне стало неловко и даже как-то стыдно от этих слов, от возвышенного тона. Я не ощущала себя героиней, я просто жила как могла. Делала то, что диктовала совесть и долг. «Я не святая, Иван Владимирович», — сказала я честно, глядя в стену. «Я самая обычная женщина из плоти и крови. Да, я люблю своих родителей и забочусь о них, но это не делает меня какой-то особенной. Это нормально». «Делает», — мягко, но настойчиво возразил он. «В наше время, поверьте, многие считают обузой собственных постаревших родителей. Сдают их в специальные учреждения, под предлогом занятости забывают навещать. А вы тянете на себе все, да еще и находите в себе силы работать, бороться, отстаивать свою правду. Даниил, кстати, рассказывал, что вы не побоялись открыто поругаться с директором, когда та попыталась поступить с вами несправедливо». Я горько усмехнулась, глядя в потолок своей убогой комнатушки. Много толку от этой моей борьбы. Все равно меня выживают. Потеря лица — последнее, чего бы я боялась в данной ситуации. «Не выживут». В его бархатном баритоне внезапно зазвенела сталь, холодная и безоговорочная. «Если вы согласитесь принять мое предложение, я выкуплю контрольный пакет акций этой фабрики. И тогда вы сами сможете решить, вернуться туда на своих условиях или заняться чем-то иным, более достойным». У меня перехватило дыхание. Комната поплыла перед глазами. «Вы купите фабрику?» —
Просто так? «Не просто так», — поправил он. И в его голосе вновь зазвучали деловые, расчетливые нотки. Там, безусловно, устаревшее оборудование и архаичная система управления. Но само помещение добротное, локация удачная. При грамотных вложениях это может стать вполне рентабельным активом. Но заодно мы разом решим и вашу личную проблему с несправедливым увольнением. Мы проговорили больше часа. За окном давно стемнело, но я не включала свет, завороженная тембром его голоса и невероятностью происходящего. Он рассказывал о своей жизни, рождении в простой рабочей семье, о том, как с нуля, буквально на голом энтузиазме, строил свой бизнес, как ошибался, терял все, но снова поднимался. Он любил исторические романы, обожал джаз, с юности увлекался живописью и разбирался в ней. Признался, что после аварии на несколько месяцев погрузился в пучину отчаяния и замкнулся в себе. Но потом с помощью силы воли осознал — жизнь не окончена, она просто изменила форму. Он научился заново радоваться малым вещам, старому, потрепанному тому Дюма, изысканно приготовленному блюду, искреннему, заинтересованному разговору. Я слушала и с удивлением ловила себя на мысли, что мне с ним легко. Он не пытался вызвать жалость, не рисовался мучеником, не сюсюкал и не снисходил. Он говорил со мной как с равной, умной, интересной собеседницей. И он задавал вопросы. О моей работе, о том, что я люблю, о чем мечтаю. «Знаете, а я в молодости», — вдруг призналась я, сама удивляясь своей откровенности, грезила о том, чтобы стать дизайнером одежды. Даже поступала в художественное училище, но не хватило баллов, провалилась. А потом как-то закрутилась работа, быт, родители. Забыла. А сейчас не хотите вернуться к этой мечте? В его голосе прозвучал неподдельный живой интерес. Поздно уже, махнула я рукой, хотя он, конечно, этого жеста не видел. Мне 42. Какой из меня дизайнер? Возраст — это всего лишь цифра в паспорте, Лариса Ивановна. Мягко, но твердо возразил он. Если внутри осталось искреннее желание, и, я уверен, есть нераскрытый талант, никогда не поздно дать им шанс. Когда мы, наконец, попрощались, и я почувствовала внутри странное, согревающее душу тепло. Впервые за много-многие годы кто-то разговаривал со мной не как с рабочей лошадкой, бездушным винтиком системы или вечной дочерью-сиделкой, а как с личностью, с интересным человеком, у которого есть свои увлечения, свои, пусть и полузабытые, мечты. На следующий день, как и договаривались, позвонил Даниил Романович. «Иван Владимирович просил передать вам для ознакомления пакет документов. Я могу подъехать в удобное для вас время, чтобы вы все детально изучили. Это предварительный вариант брачного контракта, финансовые гарантии, а также наши обязательства относительно лечения вашего отца и обеспечения ваших родителей». Он приехал ровно через час. Солидный, подтянутый мужчина лет 50 в безупречно сидящем строгом костюме и с кожаным дипломатом. Он разложил на моем кухонном столе, застеленном потертой клеенкой, несколько внушительных папок и начал обстоятельно все объяснять. Контракт был составлен досконально, с учетом всех мыслимых юридических нюансов. Иван Владимирович брал на себя обязательство полностью оплатить лечение и реабилитацию моего отца в ведущей немецкой клинике, приобрести для родителей отдельную светлую двухкомнатную квартиру в хорошем районе города, а также выделять мне весьма щедрое ежемесячное содержание. Взамен я должна была стать его законной супругой, переехать в его дом и вести хозяйство. Было прописано даже мое право инициировать развод по упрощенной процедуре через год. В этом случае мне полагалась солидная денежная компенсация и квартира в мою единоличную собственность. «Это очень щедрые условия», — пробормотала я, с изумлением водя пальцем по строкам с астрономическими, как мне казалось, цифрами. «Слишком щедрые. В чем подвох?» «Никакого подвоха». Даниил Романович посмотрел на меня прямым, честным взглядом. «Иван Владимирович искренне хочет, чтобы вы чувствовали себя абсолютно защищенной и финансово независимой, чтобы у вас не возникало и тени ощущения, что вас приобрели.
Вы сохраняете за собой полную свободу выбора и в любой момент можете уйти, оставаясь при этом полностью обеспеченным человеком. Я перечитывала пункты контракта снова и снова, вглядываясь в сухой юридический язык, выискивая скрытые ловушки, двусмысленные формулировки. Но текст был кристально чист и прозрачен. «Можно мне посоветоваться с родителями?» Наконец выдохнула я, чувствуя, как голова идет кругом. «Разумеется», — кивнул Даниил Романович, собирая бумаги в портфель. «Иван Владимирович не торопит вас с ответом. Подумайте, обсудите с самыми близкими. Такое решение должно быть абсолютно взвешенным и добровольным». Вечером того же дня я пришла к родителям. Мама открыла дверь с испуганным, вытянувшимся лицом, сразу уловив мое необычное состояние. «Вариска, что случилось? Ты бледная, как полотно. Тебя уволили?» Я прошла на кухню, опустилась на знакомый стул с потрескавшейся пластиковой обивкой и, сделав глубокий вдох, собралась с мыслями. Тесное помещение, пропахшее лекарствами и вареной картошкой, вдруг показалось мне единственно реальным местом в этом внезапно перевернувшемся мире. «Мам, пап, мне сделали одно предложение. Очень необычное, странное, если честно». Начала я, и слова давались с трудом, цепляясь за ком в горле. И я рассказала им все с самого начала. Про звонок незнакомца, про Ивана Владимировича, про наши долгие разговоры, про брачный контракт и его невероятные условия. Родители слушали, не перебивая, с нарастающим изумлением, и рты их были буквально раскрыты от потрясения. «Господи, Лариска!» — прошептала мама, когда я закончила, и в ее глазах читался чистый ужас, смешанный с невероятной надеждой. «Это же как в кино. Богатый жених, контракты, деньги. Он инвалид, мам». Мягко, но твердо напомнила я, ловя на себе растерянный взгляд отца. «Он прикован к коляске. Это не сказка, это суровая сделка». Отец, который после инсульта говорил медленно, с трудом подбирая слова, вдруг произнес с неожиданной четкостью и ясностью: «А ты его любишь?» Этот простой детский вопрос повис в воздухе, поставив меня в полный тупик. Любовь? О какой любви могла идти речь в этой ситуации, больше похожей на финансовую операцию? «Нет, пап, не люблю», — честно ответила я, разглядывая трещинки на столешнице. «Мы даже ни разу не виделись, общались только по телефону, но он интересный, умный, с ним легко». «Тогда не надо», — покачал головой отец, и в его глазах, обычно затуманенных болезнью, вспыхнула прежняя отцовская твердость. «Деньги не главное. Ты заслуживаешь любви. Настоящей». У меня защипало в носу, и я сглотнула подступившие слезы. «Пап, любовь — это роскошь, которую я не могу себе позволить. А вот обеспечить вам нормальную, спокойную старость, вылечить тебя, поставить на ноги — это реально. И я хочу это сделать. Больше всего на свете». «Но за какую цену?» — тихо встряла мама, сжимая мою руку своей шершавой, исхудалой ладонью. «Лариска, ты же не вещь, чтобы себя продавать. Мы как-нибудь сами справимся». «Как, мам?» — спросил я с внезапной, почти жестокой прямотой. «На мою половину зарплаты? Когда у меня скоро не будет даже на аренду? Когда папе нужны дорогие лекарства и постоянные процедуры? Давай смотреть правде в глаза. Мы тонем. И этот человек, он протягивает нам единственный спасательный круг». Мама заплакала беззвучно. Крупные слезы катились по ее изможденным щекам. «Я не хочу, чтобы ты жертвовала собой ради нас. Мы уже старые, мы свое отжили. А ты еще молодая. У тебя вся жизнь впереди». «Мне 42, мам», — горько усмехнулась я. «Какая уж там молодость. Принцы на белых конях в моем возрасте не появляются. А тут достойный человек. Образованный, умный, обеспеченный, да. И да, он в коляске. Но я не боюсь ухаживать. У меня огромный опыт. И если я смогу дать вам спокойствие, и при этом сама не буду несчастна, почему бы не попробовать?» Родители переглянулись, и в этом молчаливом взгляде
я прочла всю муку их раздирающих противоречий. Жгучее желание помочь мне и спастись самим, и страшное нежелание видеть, как их дочь заключает такую сделку. «Ты подумай еще», — с трудом, но внятно попросил отец. «Не спеши, решай сердцем». Я думала всю ночь. Не спала, ворочаясь на скрипящей кровати, взвешивая все «за» и «против», пытаясь мысленно нарисовать картину своей будущей жизни в чужом доме, рядом с незнакомым мужчиной в инвалидной коляске, с его болью, его проблемами. Но разве сейчас у меня меньше проблем? Может, это и вправду шанс? Единственный шанс начать все с чистого листа, помочь самым близким людям, обрести, наконец, почву под ногами вместо зыбкого болота нищеты. Утром, едва занялся рассвет, я набрала номер Данила Романовича. «Я согласна», — сказала я, прежде чем передумать. «Но с одним условием. Я хочу встретиться с Иваном Владимировичем лично, увидеть его, поговорить с ним глаза в глаза, прежде чем подписывать какие-либо бумаги». Разумеется, в его голосе ясно прозвучало облегчение. Иван Владимирович сам настаивает на личной встрече. Завтра, если вам удобно. «Завтра», — подтвердила я и положила трубку. И только тогда осознала, что руки у меня мелко и часто дрожат. Завтра. Завтра я встречусь с человеком, который может навсегда изменить мою жизнь. В лучшую или худшую сторону покажет время. Но честного, настоящего выбора у меня, как это ни горько, не было. На работу я взяла отгул, с неохотой соврав о плохом самочувствии. Собиралась тщательно, с непривычной щепетильностью. Надела свое единственное приличное платье, темное, строгое, почти неношенное. Нанесла легкий макияж, пытаясь скрыть следы бессонной ночи и затушить блеск в слишком ярких глазах. Смотрелась в зеркало и думала, а что он увидит? Усталую женщину за 40, с первыми седыми прядями у висков и сеточкой морщин у глаз, вымученную жизнью и борьбой. Какие у него могли быть ожидания? Данил Романович прислал за мной машину. Длинный черный представительский автомобиль с затемненными стеклами и водителем в белых перчатках. Я устроилась на мягком кожаном сиденье, чувствуя себя неловко и чужой в этой роскоши. Машина везла меня через весь город, в районы, где я бывал разве что в кино, с широкими, идеально чистыми улицами, ухоженными парками и огромными особняками, скрывающимися за высокими коваными заборами. Мы остановились у массивных ворот с позолоченным гербом. Водитель что-то сказал в домофон, и ворота бесшумно поползли в стороны, впуская нас внутрь. За ними открылся настоящий парк с подстриженными газонами, извилистыми дорожками, цветущими клумбами и небольшим фонтаном в центре. А в глубине, в лучах утреннего солнца, стоял трехэтажный особняк из светлого камня, больше похожий на дворец. Меня у парадного входа встретила сама Анна Дмитриевна, заметно постаревшая, седая, но все такая же энергичная, с живым, внимательным взглядом. «Лариса, родная, как же ты выросла, совсем красавица!» Она обняла меня просто и тепло, по-матерински. «Не бойся, милая. Иван Владимирович волнуется не меньше твоего, поверь. Он хороший человек, честное слово». Она провела меня через огромный, поражающий воображение холл с зеркальным мраморным полом, в котором отражались высокие потолки с лепниной, в просторную, залитую солнцем, гостиную. Панорамные окна открывали вид на ухоженный сад, где цвели розы. В воздухе витал тонкий аромат дорогой политуры и старых книг. Дорогая, но строгая мебель, подлинные картины в золоченых рамах, книжные шкафы, уходившие под самый потолок — все говорило о безупречном вкусе и благосостоянии. И посреди этого великолепия у самого окна сидел в инвалидной коляске мужчина. Он плавно развернул коляску ко мне, и я впервые увидела Ивана Владимировича воочию. Он был высокий, даже сидя, с широкими крепкими плечами. Темные волосы с обильной проседью у висков, умное волевое лицо с резкими чертами, отмеченное легкой усталостью, и пронзительные серые глаза, внимательные, с притаившейся в их глубине грустью.
Ему было на вид лет 35, от силы 37. Гораздо моложе, чем я себе представляла, слушая его зрелый, неторопливый голос. «Лариса Ивановна», — сказал он, и я узнала тот самый бархатный тембр, обретя теперь своего владельца. Спасибо, что нашли в себе смелость прийти. Я сделала несколько неуверенных шагов вперед, внутренне окаменев. Что теперь делать? Подать руку, пожать его руку, сесть? Я застыла, чувствуя себя деревянной и нелепой на фоне этой изысканной обстановки. «Присаживайтесь, пожалуйста». Он мягким жестом указал на глубокое кожаное кресло напротив. «Вам чай или, может быть, кофе?» «Чай, спасибо», — прошептала я, почти падая в мягкую глубину кресла. Анна Дмитриевна бесшумно появилась с серебряным подносом, расставила фарфоровые чашки и также тихо удалилась, оставив нас наедине. Он смотрел на меня долгим, изучающим взглядом, не скрывая своего интереса. Я не опускала глаз, хотя внутри все сжималось в тугой комок от напряжения. Наконец уголки его губ дрогнули в слабой, но искренней улыбке. «Вы красивая». Даниил, оказывается, не преувеличивал. Я растерялась от неожиданного комплимента. «Я самая обычная». «Нет, у вас сильное лицо», — возразил он, не отводя взора. «Лицо человека, который прошел через многое, но сумел сохранить себя. Мне это нравится». Мы разговаривали больше часа. О жизни, о семье, о надеждах и неизбежных страхах. Он не строил из себя героя и не прятался за маской жертвы, рассказывая про ту роковую аварию, про долгие, изматывающие месяцы реабилитации, про боль предательства женщины, которую любил, про мучительный путь принятия своего нового «я» в коляске. «Я не жалею себя», — сказал он твердо, и в его глазах вспыхнул стальной огонек. «И не потерплю жалости от других. Да, я не могу ходить, но у меня есть голова, руки, воля. Я продолжаю работать, управлять бизнесом, жить полной жизнью. Просто теперь я передвигаюсь иначе». «Я понимаю», — ответила я, и это была чистая правда. У моего отца после инсульта отказала левая сторона. Сначала он был в отчаянии, думал, что жизнь кончена, но потом начал бороться. Каждый день это маленькая победа. Самому встать с кровати, удержать ложку, произнести слово. Он кивнул, и в его взгляде я увидела глубокое, почти братское понимание. Вот именно, вы понимаете. Многие не могут или не хотят этого понять. Они видят инвалидность и ставят крест на человеке. А мы просто люди, с ограниченными физическими возможностями, но все еще люди. Под конец нашей встречи он задал вопрос напрямую, без обиняков. «Лариса, я не буду ходить вокруг да около. Мне нужна жена. Не сиделка, не экономка, а именно жена. Спутница жизни. Человек, с которым я смогу делить и радости, и тяготы. Я понимаю, насколько мое предложение необычно, что мы почти чужие люди, но мне кажется, между нами есть некая общность. Мы оба знаем цену трудностям, оба умеем бороться и не сгибаться. Согласны ли вы попробовать?» Я смотрела на него, на этого умного, сильного духом человека, которого судьба жестоко ограничила, и внезапно осознала. Мне не неловко, не страшно. Я не испытываю ни уничижительной жалости, ни брезгливого отвращения, только уважение к его стойкости и тихую, смутную благодарность за тот спасительный круг, который он бросил мне в бушующее море моих бед. «Я согласна», — сказала я тихо, но четко. «Попробуем». Он улыбнулся. Впервые так открыто, по-настоящему радостно. И его усталое лицо сразу помолодело. Он протянул мне руку. Я пожала ее. Его ладонь была удивительно теплой, сильной и уверенной. «Тогда начнем все сначала», — сказал он. «Иван. Просто Иван. Лариса. Просто Лариса», — улыбнулась я в ответ. И в этот миг я подумала, а может, это и есть та самая непредсказуемая судьба? Может, все эти удары и падения вели меня именно сюда, к этому порогу? Время, конечно, покажет, но сейчас, сидя напротив этого незнакомого, но такого понятного мне человека, я вдруг впервые за многие годы
почувствовала незнакомый вкус отчаяния, а хрупкое, но настоящее чувство — надежду. Следующие 2 недели пролетели как в густом тумане, в вихре стремительных перемен. Иван настоял, чтобы я уволилась с фабрики немедленно, не отрабатывая унизительные 2 недели на полставки. Даниил Романович в считанные дни уладил все формальности, и мне, к моему изумлению, выплатили весьма солидную компенсацию, хотя по закону при таком оптимизационном увольнении мне не полагалось практически ничего. Родителям Иван, не откладывая, купил просторную 2-комнатную квартиру в только что построенном доме, оснащенном всем необходимым: лифтом, широкими дверными проемами и пологим пандусом, специально для папиной инвалидной коляски. Отца же, по протекции Ивана, немедленно устроили в лучшую частную клинику города на интенсивную комплексную реабилитацию. Врачи, изучив его историю болезни, с осторожным оптимизмом обещали заметный прогресс уже через пару месяцев. Мама плакала, но теперь это были слезы облегчения и счастья, смешанные, однако, с вечным материнским терзанием. «Лариска, родная, как же ты там будешь? Совсем одна, с чужим человеком, в незнакомом доме», — причитала она, обнимая меня на пороге их новой, пахнущей свежим ремонтом квартиры. «Мам, перестань, пожалуйста», — уговаривала я ее, чувствуя, как сжимается сердце. «Я взрослая, самостоятельная женщина и сама несу ответственность за свои решения, а Иван, он уже не чужой». И это была чистая правда. Мы говорили по телефону каждый вечер, и эти разговоры порой затягивались на 2-3 часа. Мы обсуждали прочитанные книги, просмотренные фильмы, политические новости. Он делился со мной сложными управленческими задачами, спрашивая мое, пусть и дилетантское мнение. Я же рассказывала ему о своем детстве, о полузабытых мечтах, о маленьких радостях и больших разочарованиях. С каждым таким разговором я все больше убеждалась, что мне, волей судьбы, невероятно повезло. Он был умен, эрудирован, обладал тонким ироничным чувством юмора. И то, что он передвигался на коляске, постепенно переставало иметь какое-либо значение, отступая на 10-й план перед масштабом его личности. Свадьбу мы решили сыграть скромно, без лишней помпы. Быстрая регистрация в ЗАГСе и тихий камерный ужин в кругу самых близких. Иван объяснил, что не выносит мысли о пышном торжестве, где половина гостей будет смотреть на него с унизительной жалостью, а другая половина — с нескрываемым любопытством. Я была полностью согласна. Но за 2 дня до официальной регистрации случилось нечто, чего я никак не могла предвидеть. Я приехала к Ивану, чтобы обсудить последние организационные детали. Дверь мне открыл Даниил Романович, и его обычно невозмутимое лицо было мрачным. «Лариса Ивановна, там гости», — предупредил он вполголоса, — «родственники Ивана Владимировича. Будьте готовы, они не в духе». У меня неприятно сжалось сердце. Иван как-то обмолвился, что практически разорвал общение с большинством родни после аварии. Они, по его словам, откровенно разочаровались, что он не умер, а выжил и сохранил контроль над компанией, на чье наследство уже заранее рассчитывали. Я вошла в гостиную и сразу кожей почувствовала исходящую от собравшихся волну холодной, почти осязаемой враждебности. У камина, положив ногу на ногу, стояла женщина лет 50 в безупречно сидящем дорогом костюме с высокомерно поднятым подбородком. Рядом с ней находился полный мужчина лет 40 с тяжелым, недобрым взглядом. На диване небрежно развалился молодой парень с вызывающей наглой ухмылкой. «А вот и наша невеста», — женщина окинула меня уничижительным взглядом с ног до головы. «Ольга Кузнецова, сестра Ивана. А это мой муж, Глеб, и наш сын, Максим». Я молча кивнула, чувствуя себя так, будто стою на строгом экзамене перед беспристрастной и предвзятой комиссией. «Лариса, мы тебя уже знаем. Знаем», — усмехнулась Ольга, и в ее голосе звенела ядовитая насмешка. «Швея с обанкротившейся фабрики, из нищей семьи, отец-инвалид. Очень удачная партия для тебя, правда же?» От такой откровенной грубости я вспыхнула, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать?» «О, да ничего особенного.
Она медленно подошла ко мне ближе, и я уловила терпкий запах дорогих французских духов. «Просто любопытно. Озвучь свою цену. Сколько именно стоит твоя готовность связать жизнь с калекой? «Сколько стоит твое наглое вмешательство в мою жизнь, Ольга?» Раздался резкий, как удар хлыста, голос Ивана. Он въехал в гостиную. Его лицо было бледно от гнева. «Немедленно извинись». Перед кем? Перед этой? Ольга не договорила, встретившись с его взглядом и, кажется, впервые за все время немного смутившись. «Ваня, ну что ты так сразу? Я просто пытаюсь защитить тебя, как старшая сестра. Ты же прекрасно понимаешь, что она здесь только ради денег. Какая-то неизвестно откуда взявшаяся авантюристка, и вдруг свадьба за 2 дня». «И хватит!» Иван резко подъехал ко мне и крепко взял мою руку в свою. Его ладонь была горячей. Лариса, моя невеста. И я не позволю никому, даже самым близким, на самом деле самым жадным родственникам, оскорблять ее. Понятно?» «Мы просто беспокоимся о тебе, Ваня», — встрял Глеб своим низким гнусавым голосом. «В твоем состоянии легко совершить роковую ошибку. Ты уязвим, одинок». «Я не одинок», — жестко перебил его Иван, «и не нуждаюсь в вашей лицемерной опеке. Напоминаю, что я полностью дееспособен, управляю многомиллионным бизнесом, принимаю решения и женюсь на ком хочу». «А если мы обратимся в суд?» — прищурился Глеб, и в его глазах блеснула хищная искорка. «Попросим признать тебя недееспособным из-за твоего здоровья. При твоей-то истории болезни это более чем реально». В комнате повисла гробовая, давящая тишина. Я почувствовала, как пальцы Ивана судорожно сжали мою руку. В его глазах плясали черные молнии бешенства. «Попробуйте», — произнес он ледяным, обезличенным тоном, не повышая голоса, но от этого стало еще страшнее. «И я лишу вас всего. Тех синекурных должностей, что вы занимаете в моих компаниях по блату. Тех акций, что я подарил вам из глупой, как теперь вижу, семейной солидарности. Всего до последней копейки. Вы останетесь ни с чем». «Ты не посмеешь», — побледнела Ольга, и ее надменная маска наконец треснула, обнажив животный страх. «Мы же твоя родня». «Родня?» — он горько усмехнулся. «Родня, которая объявилась только за тем, чтобы помешать мне стать счастливым? Где вы были все эти 5 лет, когда я метался между жизнью и смертью в больнице? Где были, когда заново учился держать ложку и застегивать рубашку?» Его голос, до этого холодный, внезапно задрожал от сдерживаемой годами ярости и боли. «Вы навещали меня раз в месяц на 15 минут и смотрели на меня так, будто я уже был трупом, от которого ждут лишь наследство. А теперь, когда я нашел человека, который видит во мне не обузу и не калеку, а личность, мужчину, вы пытаетесь разрушить и это». «Иван», — тихо сказала я, сжимая его плечо, чувствуя, как напряжены его мышцы, — «не надо. Они не стоят твоих нервов и твоего здоровья». Ольга перевела на меня взгляд, и в ее глазах, холодных и злых, плескалась неприкрытая ненависть. «Хорошо играешь», — прошипела она, и каждое слово было похоже на удар тонким лезвием. «Изображаешь заботливую невесту, но я тебя насквозь вижу. Деревенщина, которая удачно зацепилась за богатого калеку. Думаешь, принцева будешь в шелках да бархате? Как бы не так». Я выпрямилась во весь рост, глядя ей прямо в глаза. И внутри внезапно наступила странная, ледяная ясность. «Вы совершенно правы», — сказала я ровным, спокойным голосом, который, казалось, принадлежал не мне. «Я из бедной семьи. Всю жизнь проработала простой швеей. Мой отец — инвалид. И да, Иван помог нам, и я за это ему безмерно благодарна. Но если вы думаете, что я выхожу за него исключительно из-за денег, то вы глубоко ошибаетесь. Я могла бы просто взять деньги по контракту и уйти. Такой пункт там действительно есть. Но я остаюсь, потому что ваш брат достойный, умный, сильный духом и невероятно интересный человек. Чего, к сожалению, не скажешь о вас». Максим, молодой парень,
фыркнул с наглой усмешкой. «Ну ты даешь, тетка. Смелая». «Максим, заткнись!» — рявкнула на него Ольга, не отводя от меня взгляда. Потом медленно повернулась к Ивану. «Хорошо, женись на своей простушке. Но знай, мы не оставим это просто так. Мы будем следить за каждым твоим шагом». «Тогда приходите с реальными доказательствами, а не с голыми сплетнями», — резко оборвал ее Иван. Его голос снова стал стальным. «А пока что убирайтесь из моего дома и не появляйтесь здесь больше без моего прямого приглашения». Они ушли, громко, с вызовом хлопнув тяжелой дверью. Я опустилась на ближайший диван, чувствуя, как подкашиваются ноги и мелко дрожат колени. В ушах стояла оглушительная тишина, наступившая после бури. «Прости», — тихо сказал Иван, подкатывая ко мне ближе. «Я не думал, что они решатся на такой налет. Мы давно не общаемся, но они, видимо, сумели разузнать о свадьбе. Они и вправду могут подать в суд? О признании тебя я не решалась договорить. Могут попытаться», — он пожал плечами. Но в его глазах я не увидела и тени страха. Но ровным счетом ничего не добьются. У меня на руках все медицинские заключения, подтверждающие полную психическую и физическую дееспособность. Я работаю, руковожу, веду сложные переговоры. Ни один суд в здравом уме не пойдет у них на поводу. Это пустая угроза. Последний крик утопающего. Но зачем? Чего они вообще хотят? Иван горько усмехнулся. Полный контроль над моим бизнесом. Ольга и Глеб занимают теплые местечки в управляющей компании, получают огромные зарплаты и бонусы. Им безумно выгодно, чтобы я оставался одиноким, уязвимым и в их представлении слабым. А я женюсь. Значит, у меня появляется надежный тыл, официальный наследник. Они этого панически боятся. Я задумалась, осмысливая его слова. Выходит, наш брак, он не только про нас. Он еще и про защиту, про твою личную крепость. Иван посмотрел на меня долгим пронзительным взглядом. Изначально? Да, не стану лукавить. Мне нужна была жена как гарантия, как формальный союзник против их интриг. Но сейчас, Лариса, сейчас это уже не только об этом. Ты мне искренне нравишься. Я с нетерпением жду наших вечерних разговоров. Мне с тобой легко. И я не чувствую себя беспомощным инвалидом, когда ты рядом. У меня защипало в носу, и по щекам сами по себе покатились предательские слезы. Мне с тобой тоже хорошо, Иван. И я ни на секунду не пожалела, что согласилась. Он взял мою руку и мягко притянул меня к себе. Я опустилась на колени на мягкий ковер рядом с его коляской, и мы просто сидели так в тишине, держась за руки, как два уставших путника, нашедших, наконец, приют. «Они не отступят», — тихо предупредил он. «Будем плести интриги, распускать грязные слухи. Ты готова к этому?» «Я не из робкого десятка», — ответила я твердо, сжимая его ладонь. «Если понадобится, буду бороться. За нас». Он улыбнулся своей редкой светлой улыбкой. «Знаю. Поэтому я и выбрал тебя». На следующий день мы расписались. Церемония прошла торжественно, в красивом светлом зале, в присутствии моих сияющих родителей, Даниила Романовича, Анны Дмитриевны и нескольких самых близких друзей Ивана по бизнесу. Ольги с семейством, разумеется, не было и в помине. Когда регистратор объявил нас мужем и женой, Иван взял мою руку и поднес к своим губам. Его поцелуй был нежным, бережным и бесконечно теплым. И я почувствовала, как по телу разливается ответное тепло. Может быть, это и не была та самая безумная, страстная любовь, о которой пишут в романах, но между нами уже было что-то настоящее, прочное и важное. Вечером в уютном ресторане состоялся небольшой свадебный ужин. Родители светились от счастья. Папа, который уже начинал делать первые обнадеживающие успехи после курса реабилитации, с помощью ходунков поднялся с инвалидной коляски и, собрав волю в кулак, произнес трогательный тост. «За мою дочь и за ее мужа. За то, чтобы вы были счастливы, и чтобы на вашем пути...» Он запнулся, подбирая нужные слова. «Больше не встречались люди, которые видят только кошелек,
а не душу человека. Все засмеялись и дружно подняли бокалы, поддерживая его слова. Я смотрела на Ивана, сияющего в лучах закатного солнца, и в голове крутилась одна навязчивая мысль. Неужели это все теперь моя жизнь? Неужели черная полоса закончилась, и судьба, наконец, повернулась ко мне лицом? Это ощущение хрупкого, почти нереального счастья длилось, увы, недолго. Ровно через неделю после нашей скромной свадьбы я столкнулась в дорогом бутике с Викой, моей бывшей коллегой по фабрике. Она уставилась на меня, будто на призрака. Ее взгляд скользнул по моему новому кашемировому плащу, кожаной сумке, аккуратной стрижке, сделанной в хорошем салоне. «Ларис, это правда ты?» — выдохнула она, и в ее глазах читалось неподдельное изумление, смешанное с жадным любопытством. «Ничего себе преображение! Ходят слухи, что ты вышла замуж за богатого?» Она замялась, подбирая слова. «За очень богатого человека». «Да», — спокойно подтвердила я, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Выйти замуж — это нормально. Я вышла». «И правда, что он инвалид?» Вика понизила голос до конспиративного шепота, склонившись ко мне, и от этого подобострастного тона мне стало физически противно. «Мой муж несколько лет назад попал в серьезную аварию и сейчас передвигается на коляске». «Да». «Боже правый, Ларис, как же ты решилась?» В ее глазах заплясали огоньки неприкрытой жалости. Ну да, деньги, конечно, все меняют, но все же жить с калекой. «Вика, я очень спешу». Холодно оборвала я ее, чувствуя, как по спине бегут мурашки гнева. «Всего доброго». Я развернулась и ушла, оставив ее стоять с раскрытым ртом. И с каждой секундой внутри меня закипала ярость. Вот так теперь все будут на меня смотреть, сочувствовать, шептаться за спиной. «Смотри, бедная Лариска, продалась богатому калеке ради денег». Вечером я, еще не остыв, рассказала Ивану о неприятной встрече. Он выслушал и мрачно кивнул. «Привыкай, Ларис. К сожалению, люди любят посудачить. Особенно о том, чего не понимают. Это неизбежно. «Мне противно до глубины души», — призналась я, сжимая пальцы в кулаки. «Они не видят тебя, умного, сильного, интересного. Они видят только коляску». Зато ты видишь...» Он мягко погладил меня по руке, и в его прикосновении была бездонная нежность. И это для меня единственное, что имеет значение. Следующий удар ожидал нас с совершенно неожиданной стороны. Спустя 2 недели мы поехали на деловой ужин в один из самых пафосных ресторанов города. Иван заранее предупредил, что там соберутся его ключевые партнеры, конкуренты и просто знакомые из высшего света. Я волновалась невероятно, потратила несколько часов на выбор платья, прически, макияжа, отчаянно желая выглядеть достойно его уровня. В огромном, украшенном хрустальными люстрами зале собралось человек 50. Повсюду сверкали дорогие костюмы, бриллиантовые украшения. Улыбки были безупречны и холодны. Я чувствовала себя чужой на этом празднике жизни, гадким утенком среди гордых лебедей. Иван представил меня нескольким важным господам. Они были безупречно вежливы, пожимали руку, улыбались, но в их глазах я ясно читала один и тот же немой вопрос: кто она? Откуда? Что эта серая мышка делает рядом с Кузнецовым? А потом к нашему столику подошла она. Высокая, стройная блондинка лет 30, в ослепительном вечернем платье, от которого захватывало дух. Невероятно красивая, ухоженная с ног до головы, вся сверкающая бриллиантами. Она скользнула по мне оценивающим, пренебрежительным взглядом и едва заметно усмехнулась. «Иван!» — пропела она сладким медовым голосом. «Сколько лет, сколько зим, ты все такой же». Она сделала искусную паузу, бросив выразительный взгляд на его коляску. Обаятельный, как всегда. «Милана», — кивнул Иван сухо. Его лицо стало каменным. «Познакомься. Это моя жена, Лариса». Милана медленно повернулась ко мне. В ее бездонно-голубых глазах плескалась плохо скрываемая насмешка. «Жена? Как мило».
Иван, ты всегда умел удивлять. Помнится, раньше у тебя были совсем другие предпочтения». Она скользнула взглядом по моему скромному черному платью. «Но жизнь, увы, меняется, правда? Приходится довольствоваться тем, что есть под рукой». Я почувствовала, как уши и щеки заливает густой, предательский румянец. Это было откровенное, завуалированное лишь тонким слоем светского лоска оскорбление. «Милана была моей невестой», — ровным, бесстрастным голосом пояснил Иван, глядя куда-то поверх ее головы. «До аварии. Сразу после нее она решила, что инвалид ей не по статусу. Бросила меня, не выходя из больничной палаты». Милана театрально закатила глаза. «Ваня, ну не надо разводить драму. Я была совсем юной, испугалась, растерялась. Это же естественно для женщины. А теперь вот...» Она вновь удостоила меня взглядом. «Ты нашел ту, кому не страшно. Правда, Лариса?» «Мне не страшно», — ответила я, заставляя свой голос звучать твердо и ровно, хотя внутри все сжалось в тугой комок. «Потому что я вижу в Иване прежде всего человека, а не инвалидность. И уж точно не источник финансирования, если, конечно, не об этом». «О, какая мы резкая!» Милана изобразила наигранное удивление, поджав губы. «Иван, смотри-ка, она тебя защищает, как трогательно. У нее неплохо получается играть роль преданной, самоотверженной супруги». «Милана, уйди!» Тихо, но с такой ледяной яростью произнес Иван, что у меня по коже побежали мурашки. Пока я не забыл, что мы находимся в приличном обществе. Она фыркнула, бросив на нас последний уничижительный взгляд, и удалилась, покачивая бедрами. Я проводила ее взглядом, снова чувствуя, так пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. «Извини», — тихо сказал Иван. «Я не знал, что она будет здесь. У нее связи в этом кругу». «Ничего». Я с усилием разжала пальцы. «Я справлюсь». Но внутри все кипело и бурлило от возмущения. Эта высокомерная, самовлюбленная дура, бросившая его в самый трудный момент, теперь смотрела на меня свысока, как на нечто жалкое и недостойное. Потому что я не осиная талия и не длинноногая блондинка в бриллиантах. Потому что я пришла из другого, настоящего мира. Остаток вечера я держалась молодцом, стараясь улыбаться, поддерживать легкие светские беседы и отвечать на вопросы. Но рана, нанесенная ею, глубока и болезненна. Но когда мы вернулись домой, в наши тихие, роскошные апартаменты, где так легко было забыть о внешнем мире, я не выдержала и сорвалась. Нервное напряжение, копившееся весь вечер, вырвалось наружу. «И это всегда так будет?» — спросила я резко, срывая с себя туфли. «Все эти люди. Они вечно будут смотреть на меня, как на случайную приживалку, на золотоискательницу, которая продалась за комфорт. Шептаться за моей спиной, строить догадки о цене, за которую я согласилась разделить твою жизнь». Иван устало провел рукой по лицу, и в этом жесте читалась вся его неизбывная усталость от подобных предрассудков. «Лариса, мне бесконечно жаль, что тебе пришлось через это пройти. Я, честно, не хотел втягивать тебя в этот ядовитый мир светских ханжей. Эти люди, они измеряют все в жизни деньгами, связями, статусом. Им не дано понять, что существуют иные ценности — честность, верность, простое человеческое тепло. А может, они по-своему правы?» — с горечью вырвалось у меня. Я повалилась на диван, чувствуя, как накатывает свинцовая усталость. Может, я и вправду та самая золотоискательница. Выйти за тебя, потому что у меня не было другого выхода, потому что я была загнана в угол. Он медленно подъехал ко мне ближе, его коляска бесшумно скользнула по паркету и взял мои холодные руки в свои большие теплые ладони. «Лариса, слушай меня. Мне плевать, что думают они. Все эти Ольги, Миланы и прочие светские львицы. Мне важно только одно — что думаешь ты? Скажи честно, ты жалеешь? Жалеешь, что согласилась на этот брак?» Я подняла на него глаза и посмотрела в его умные, уставшие серые глаза, на его лицо, хранящее отпечаток перенесенной боли и непреклонной воли, на его сильные, привыкшие к труду руки. Я смотрела на человека,
который протянул мне руку, не требуя немедленной платы, который с первого дня говорил со мной как с равной личностью, который защищал меня от нападок родни и ядовитых уколов бывших возлюбленных. «Нет», — тихо, но очень четко ответила я. «Не жалею. Ни секунды. Я устала от этих оценивающих, сочувствующих или презрительных взглядов. Я устала постоянно чувствовать себя на экзамене». «Тогда просто забей на них». Он крепко сжал мои ладони, и от этого жеста исходила такая уверенность, что мне стало чуть легче. «Живи для себя, для нас. А они пусть говорят, что хотят». Их слова — это просто шум, не имеющий к нашей реальности никакого отношения. Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова, и прижалась лбом к его крепкому плечу. Мы сидели так в полной тишине, и в этой тишине я с абсолютной ясностью поняла. Что бы ни говорили другие, здесь, рядом с этим человеком, я на своем месте. Я там, где должна быть. Прошел месяц. Я потихоньку привыкала к ритму новой жизни, к большому дому, где поначалу терялась, к почти незаметной, но всегда присутствующей прислуге, к необходимости посещать светские рауты. Иван ничем не давил, не требовал от меня мгновенного превращения в великосветскую даму. Он просто хотел, чтобы я была рядом, и этого ему было достаточно. Постепенно я начала вникать в его работу. Как-то вечером он рассказал мне о своих подозрениях относительно родной сестры и ее мужа. Ольга и Глеб занимали ключевые посты в одной из его компаний и имели практически неограниченный доступ к финансовым документам. Иван все больше склонялся к мысли, что они вовлечены в серьезные махинации. «Мне нужны железные доказательства», — сказал он как-то поздно вечером, отложив планшет. «Но я не могу сам за ними следить. Они сразу почуют неладное, замнутся. А вот ты можешь». «Я?» — удивилась я. «Через неделю у нас совет директоров. Ольга будет делать отчет по закупкам. Я хочу, чтобы ты присутствовала. Официально, для ознакомления с бизнес-процессами. А неофициально следи за ней. За ее реакциями, за интонациями, за тем, что она будет стараться проговорить быстрее или, наоборот, обойти. У тебя хорошая интуиция, ты человеколюб. Ты заметишь, если что-то пойдет не так». Я согласилась. В глубине души мне было даже интересно. Я никогда не имела отношения к большому бизнесу, но всегда умела считывать людей, их жесты, взгляды, скрытые эмоции. В день совета директоров я надела строгий деловой костюм и минималистичные украшения. Иван представил меня членам совета как свою супругу, которая начинает изучать дела семьи. Кто-то кивнул вежливо, кто-то бросил на меня оценивающий взгляд. Ольга же впилась в меня взглядом, полным такой немой, кипящей ненависти, что по спине пробежали мурашки. Но промолчала. Совещание длилось около 2 часов. Обсуждали текущие контракты, поставки сырья, финансовые показатели. Я слушала предельно внимательно, пытаясь вникнуть в суть, и заметила одну странность. Когда речь зашла о закупках нового технологического оборудования, Ольга намеренно пролистала соответствующие слайды с цифрами слишком быстро, почти не комментируя их. Цифры мелькнули на экране и исчезли, не дав возможности их как следует рассмотреть. Иван нахмурился, но не стал переспрашивать, чтобы не выдать своего интереса. Едва совещание закончилось, я сразу сказала ему: «В отчете по закупкам что-то не так». Она специально проговорила этот раздел скороговоркой, не дала вникнуть в цифры. «Я тоже это заметил», — мрачно кивнул Иван. «Надо проверить документы». «Даниил Романович», — он повернулся к своему помощнику, «запросите, пожалуйста, полный внутренний отчет по всем закупкам за последний год. Все договоры, накладные, платежные поручения, самый детальный разбор». Даниил Романович молча кивнул и вышел из кабинета. Я села рядом с Иваном. «Ты действительно думаешь, они воруют?» Подозреваю, что да. Классическая схема. Завышение цен, откаты, проведение сделок через фирмы-однодневки. Если найду неопровержимые доказательства, я уволю их немедленно и подам в суд о возмещении ущерба. «А они не опасны?» — осторожно спросил я.
не попытается как-то навредить тебе в ответ?» Иван усмехнулся, но в его глазах не было ни капли веселья. «О, еще как попытается. Но, дорогая моя, будь уверена, мы будем к этому готовы». Следующие несколько дней мы с Иваном проводили за скрупулезным изучением документов, которые удалось собрать Даниилу Романовичу. Кабинет был завален папками, а на большом мониторе сменяли друг друга таблицы и сканы договоров. Иван, оказавшийся блестящим учителем, терпеливо объяснял мне, на какие нюансы обращать внимание, как сопоставлять даты, суммы и названия контрагентов. К моему собственному удивлению, я оказалась прилежной ученицей с аналитическим складом ума и вскоре сама начала вычленять подозрительные закономерности. Я нашла несколько контрактов, которые буквально кричали о мошенничестве. Дорогостоящее промышленное оборудование закупалось по явно завышенным ценам у малоизвестных фирм-однодневок, которые исчезали сразу после проведения платежа. «Вот оно, золотое дно!» Иван указал пальцем на экран, где красовалась выписка из Егор-Йоу. «Смотри, эта фирма-поставщик зарегистрирована на подставное лицо, безработного из глухой деревни. Но если копнуть глубже, проследить цепочку бенефициаров, мы выйдем на Глеба, любимого мужа моей сестры. Получается изящная схема. Они сами себе продают станки по тройной цене, а баснословную разницу кладут себе в карман». «Сколько же они успели украсть?» — спросила я, с ужасом глядя на колонки цифр. «Только за последний год около 15 миллионов. И это лишь по тем следам, что мы нашли». Я невольно присвистнула. Для меня, привыкшей считать каждую копейку, такие суммы были за гранью воображения. И что теперь? Теперь мы собираем все доказательства в единое досье и выносим этот вопрос на внеочередное собрание акционеров. Их увольнение и громкий иск о возмещении ущерба — лишь вопрос времени. Однако Ольга, обладая звериным чутьем, почуяла неладное. Ровно через 3 дня она вновь явилась в наш дом, на этот раз в сопровождении дорого одетого, холодного господина с дипломатом, своего адвоката. «Иван, мы в курсе твоих маленьких расследований», — заявила она без предисловий. Ее голос был резок и полон угрозы. «И предупреждаю, если ты посмеешь вынести вопрос о нашем увольнении на совет, мы подадим встречный иск. Мы обвиним тебя в профессиональной некомпетентности и докажем, что все твои решения принимаются под пагубным влиянием этой особы». Она презрительно ткнула в мою сторону пальцем с безупречным маникюром. «Мы представим суду доказательства, что она тобой манипулирует, выманивает деньги и настраивает против единокровной родни. Ты же инвалид, Ваня. Тебе легко что угодно внушить». Я не выдержала и вскочила с места. Кровь ударила в голову. «Как вы смеете? Это вы занимаетесь воровством, а не мы. И у нас есть все доказательства ваших махинаций». «Доказательства?» Ольга холодно усмехнулась. «Те, что собрала бывшая швея? Да суд над вами просто посмеется. А вот наше доказательство куда как весомее». Она с силой швырнула на стол увесистую папку. «Вот, например, расшифровки ваших домашних разговоров, где ты, Иван, прямо говоришь, что жена помогает тебе с бизнесом. То есть сам признаешь, что не справляешься самостоятельно. Вот показания сотрудников, которые видели, как она самовольно роется в финансовых документах. А вот свежее медицинское заключение, что после аварии у тебя наблюдались серьезные проблемы с памятью и концентрацией внимания». «Эти проблемы давно в прошлом», — сквозь зубы процедил Иван, так сильно сжав подлокотники коляски, что его костяшки побелели. «У меня есть актуальные справки от лучших специалистов. А у нас есть опытный адвокат, который убедит суд в обратном», — вступил в разговор Глеб, сделав угрожающий шаг вперед и нависая над Иваном. «И пойми, Ваня, мы можем устроить тебе такие проверки, что от твоей империи камня на камне не останется. Налоговая, прокуратура, трудовая инспекция. Повсюду у нас есть мужные люди. Захотим и похороним твой бизнес с такими почестями, что ты и опомниться не успеешь». В комнате повисла гробовая тишина. Я смотрела на Ивана и видела, что он бледен, его руки мелко дрожат. Они били в его самое больное место, играя на его уязвимости.
И он, привыкший к честной борьбе, на мгновение растерялся. Но я нет. «Вы забыли одну маленькую, но очень важную деталь», — прозвучал мой голос, и он был на удивление холоден и ровен. «Эти ваши расшифровки разговоров получены с нарушением закона. Несанкционированная запись частных бесед без решения суда — это статья 138.1 Уголовного кодекса. За это сажают. Мы с чистой совестью можем подать встречное заявление. Что касается давления через проверки, поздравляю. Вы только что в присутствии свидетелей озвучили прямые угрозы, что тоже тянет на отдельную статью. Так что выбор за вами. Либо вы тихо и мирно увольняетесь, возвращаете все украденные средства и навсегда исчезаете из нашего поля зрения, либо мы идем в правоохранительные органы со всем нашим досье, и пусть суд разбирается, чьи доказательства окажутся весомее». Ольга резко побледнела. Адвокат что-то зашептал ей на ухо. Его надменное выражение лица сменилось на озабоченное. Глеб сжал кулаки, но, видя нашу уверенность, не нашелся, что возразить. «Ты еще об этом пожалеешь», — прошипела Ольга с ненавистью, глядя на меня. «Обо всем пожалеешь». Они развернулись и вышли, с силой хлопнув дверью. Иван выдохнул, будто сбросив с плеч тяжкий груз, и посмотрел на меня с нескрываемым восхищением. «Ты была великолепна. Откуда ты только знаешь все эти юридические тонкости?» Я пожала плечами и только сейчас заметила, что сама вся дрожу от перенесенного напряжения. Когда у тебя на руках тяжело больной отец и постоянные проблемы с работой, волей-неволей начинаешь штудировать законы. Читала, консультировалась в бесплатных юридических клиниках. Я всегда была уверена, что правда на стороне того, кто знает свои права. Он взял мою все еще дрожащую руку и нежно притянул меня к себе. «Спасибо», — тихо сказал он. «Ты не просто помогла. Ты спасла ситуацию. Я растерялся, а ты держалась как настоящий боец». Я улыбнулась, чувствуя, как тепло разливается по телу, смывая остатки стресса. «Мы же команда, разве нет?» «Лучшая команда». Он поцеловал меня в лоб, и в его глазах светилось нечто большее, чем просто благодарность. Самое лучшее. В тот вечер мы намеренно не касались рабочих тем, устроившись в уютной гостиной с чашками ароматного чая. За окном медленно сгущались сумерки, окрашивая небо в лиловые тона. А мы строили планы, как обычные люди, без груза интриг и угроз. Иван неожиданно предложил съездить на выходных в его загородный дом. «Я хочу показать тебе одно особенное место», — сказал он с загадочной улыбкой. «Там невероятно красиво и совершенно тихо. Никаких родственников, конкурентов, назойливых сплетен. Только мы и природа». С огромным удовольствием искренне согласилась я, предвкушая эту передышку. Это как раз то, что сейчас нужно. Но до заветных выходных нам было не суждено дожить в спокойствии. Уже на следующий день, когда я осталась дома одна, раздался настойчивый, резкий звонок в дверь. Я открыла и увидела на пороге Максима, сына Ольги. Он стоял нагло ухмыляясь, засунув руки в карманы дорогих джинсов. «Привет, тетя Лариса. Можно войти?» Его голос был сладок и ядовит. Я насторожилась, перекрывая проход. «Ивана нет дома, приходи в другое время». «Да мне не к дяде», — он фальшиво удивился. «Мне с тобой поговорить надо». И, не дожидаясь приглашения, он грубо протиснулся в прихожую, бесцеремонно оглядывая интерьер. Я сжала кулаки, чувствуя, как по спине бегут мурашки гнева. «О чем?» Максим неспешно прошелся по холлу, изучая картины на стенах. «Ничего, устроилась ты тут неплохо. Прямо скажем, с шиком. Из грязи в князи, да? Молодец. Но вот незадача. Мама с папой не собираются так просто отступать. Вы там со своим судом. Это долго, нудно». Он повернулся ко мне, и в его глазах заплясали хищные огоньки. «А мы предлагаем более быстрый и выгодный для всех вариант. Ты берешь 5 миллионов, красиво уходишь от дяди и исчезаешь. На эти деньги сможешь зажить как королева. А Иван останется с нами». Я расхохоталась ему в лицо, хотя внутри все сжалось в тугой комок. «Серьезно?
Вы правда думаете, что я продамся за эти гроши? «А что тебе еще нужно?» — нахмурился Максим. 5 лимонов — это больше, чем ты, швея, заработаешь за всю свою жалкую жизнь. Бери деньги и проваливай, пока предлагают по-хорошему». «Нет», — ответила я, и мой голос прозвучал стально. «Я никуда не уйду. И передай своей мамаше, пусть даже не пытается. Иван — мой муж, и я буду рядом с ним, что бы ни случилось». Максим скривился в брезгливой гримасе. «Дура ты глупая. Думаешь, он тебя любит? Да он просто использует тебя как костыль. Ему нужна была подстраховка против нас. Вот он и женился на первой же попавшейся отчаявшейся. Надоешь — выкинет, как ту, предыдущую. Проверено». Я молча распахнула перед ним дверь, указывая на выход. «Немедленно, вон!» Он пожал плечами с видом оскорбленной невинности и вышел. Но на пороге обернулся, бросив на прощание. «Пожалеешь. Мама не прощает обид». Дверь захлопнулась. Я прислонилась к косяку, чувствуя, как бешено колотится сердце. Они не отстанут. Они будут давить, угрожать, пытаться разрушить все, что мы начали строить. Но я не собиралась отступать. Вечером я во всех подробностях рассказала Ивану о визите его племянника. Он выслушал молча, не перебивая, а потом тяжело вздохнул. Я так и боялся. Они не остановятся. Значит, придется ускориться. Завтра же подаем официальное заявление в полицию. Пусть правоохранители разбираются. «А если они начнут мстить?» — осторожно спросила я. «Справимся». Он крепко сжал мою руку, и в его прикосновении была вся сила его характера. Вместе мы справимся с чем угодно. Той ночью я долго ворочалась в постели, прислушиваясь к тревожной тишине огромного дома. В голове крутилась одна и та же мысль. Во что же я ввязалась? В какую жестокую, беспощадную войну? Но потом я вспомнила лицо Ивана, его слова, его непоколебимую веру в меня, в нас. И поняла, я не одна. У меня есть он, а у него я. Мы команда. А команда, если она настоящая, способна победить любых врагов. Заявление в полицию мы подали на следующее же утро. Даниил Романович, наш верный союзник, помог идеально собрать все документы: контракты с фирмами-призраками, платежные поручения, банковские выписки, неоспоримую бумажную базу. Доказательств было более чем достаточно для возбуждения уголовного дела. Следователь, мужчина лет 50, с усталым, профессионально бесстрастным лицом, внимательно изучил папку. «Сумма ущерба значительная», — констатировал он. «Это попадает под статью о мошенничестве в особо крупном размере. Дело возбудим в течение недели. Но готовьтесь к тому, что обвиняемые будут активно сопротивляться, нанимать дорогих адвокатов, пытаться все опровергнуть и перевернуть с ног на голову». «Мы готовы», — твердо, без тени сомнения ответил Иван. «Мы идем до конца». Когда мы вышли из прохладного казенного здания на улицу, я почувствовала странное, почти парадоксальное облегчение. Наконец-то мы перестали обороняться и перешли в открытое наступление. Шах и мат, господа мошенники. Но Ольга, как и следовало ожидать, не собиралась сдаваться без боя. Ровно через 3 дня, когда я возвращалась из магазина с парой пакетов, меня резко остановили 2 мужчин. Крепкие, плечистые, в одинаковых черных кожаных куртках, с недобрыми пустыми лицами. «Лариса Ивановна?» Один из них шагнул ко мне, нагло перекрывая дорогу. «Поговорить надо, срочно». У меня похолодело внутри, будто в жилы влили ледяную воду. Но я изо всех сил постаралась держаться спокойно, не выдавая нарастающей паники. О чем, собственно, разговор? «Об умных решениях», — бросил первый, а второй в это время крепко, почти до боли схватил меня за локоть, лишая возможности вырваться. «Пройдемте к машине. Обсудим в более уединенной обстановке». «Отпустите меня!» Я попыталась высвободить руку, моего хватка была стальной. «Я никуда с вами не пойду». «Пойдете», — невозмутимо парировал первый, доставая телефон. Он показал мне фотографии на экране. Мои родители, ничего не подозревающие, выходили из подъезда своей новой квартиры. «Видите? Мы знаем, где они живут, эти милые старички.
Было бы очень жаль, если бы с ними вдруг что-то случилось. Меня затрясло от всепоглощающей ярости и животного страха. Вы угрожаете моим родителям? Мы просто хотим, чтобы ты была умницей. Мужчина, наконец, отпустил мою онемевшую руку. Вот твой алгоритм действий. Забираешь заявление из полиции, разводишься с этим инвалидом и бесследно исчезаешь. В этом случае с твоими предками все будет в полном порядке. Не послушаешься? Сама понимаешь, какие могут быть последствия. Они развернулись и неспешно ушли, оставив меня стоять на тротуаре, беспомощно трясясь от пережитого шока. Я с трудом достала телефон дрожащими, непослушными пальцами и набрала номер Ивана. «Лариса, что случилось?» Он сразу уловил панику в моем срывающемся голосе. Я, задыхаясь, рассказала ему про 2 мужчин, про их чудовищные угрозы в адрес моих родителей. Иван выругался. Впервые за все наше знакомство я услышала от него такие грубые, отчаянные слова. «Немедленно возвращайся домой. Я сейчас же вызову вооруженную охрану к твоим родителям и параллельно заявлю в полицию о факте запугивания и шантажа». «Иван», — прошептала я, чувствуя, как слабеют ноги, «может, нам действительно стоит остановиться, если им хоть волос упадет с головы?» «Лариса, слушай меня внимательно». Его голос прозвучал с незнакомой доселе стальной жесткостью. «Если мы отступим сейчас, они поймут, что могут безнаказанно тобой манипулировать и будут давить снова и снова до самого конца. Нет, мы идем до конца. Я обеспечу безопасность твоих родителей. Обещаю тебе это». Я кое-как добралась до дома, где меня уже ожидал взволнованный Данил Романович в сопровождении 2 рослых, сурового вида охранников. «К вашим родителям уже выехала группа охраны», — немедленно доложил он. «Круглосуточная, в 2 смены. Также в течение сегодняшнего дня мы установим в их квартире современную сигнализацию и видеокамеры на лестничной площадке. И за вами, Лариса Ивановна, теперь будет постоянное сопровождение». «Но это колоссальные расходы», — растерянно пробормотала я, глядя на эту внезапно развернувшуюся вокруг меня операцию. Иван подъехал ближе и взял мои все еще ледяные руки в свои. «Лариса, твоя безопасность и безопасность твоих родителей для меня дороже любых денег. Забудь о расходах. Думай только об одном. Мы обязательно победим». Следующие несколько дней прошли в невероятном напряжении. Полиция вызвала Ольгу с мужем на допрос. Они явились в сопровождении целого созвездия дорогих адвокатов, все яростно отрицали, пытались доказать, что это гнусная подстава, но против груза собранных доказательств их увертливость была тщетной. Следователь постановил избрать для них меру пресечения — подписку о невыезде. Когда Ольга выходила из здания полиции, она заметила нас с Иваном, ожидавших у машины. На ее искаженном гримасе лице бушевала настоящая буря ярости, смешанной с чистейшей, беспримесной ненавистью. «Это еще не конец!» — прокричала она, не в силах сдержаться. «Ты пожалеешь, что связалась с нами, мелюзга?» Иван не удостоил ее ответом. Он просто развернул коляску, и мы молча уехали. В машине я не выдержала и спросила тихо: «Ты не боишься?» «Боюсь», — честно признался он, глядя в запотевшее стекло. «Но я больше боюсь, что если мы сдадимся сейчас, они в конечном итоге разрушат все, что я строил долгие годы. Компанию, репутацию, да и саму мою жизнь. Нет, я буду сражаться. У меня просто нет другого выхода». Я смотрела на него, на этого невероятно сильного духом человека, запертого в коляске, который, несмотря ни на что, отказывался капитулировать. И вдруг с поразительной ясностью осознала: я его люблю. Когда это успело случиться? В какой именно момент я перестала видеть в нем просто мужа по расчету, по контракту, и начала видеть самого дорогого человека, рядом с которым хочу быть всегда? Вечером, когда мы сидели в тишине нашего дома, я, не в силах больше терпеть, вдруг сказала, нарушая спокойствие: «Иван, я должна тебе кое-что сказать». Он оторвался от экрана ноутбука и вопросительно посмотрел на меня. «Я слушаю». «Мне кажется, я влюбилась в тебя», — выпалила я, чувствуя, как по щекам разливается предательский румянец.
Знаю, это звучит нелепо. У нас брак по расчету, есть контракт, но ты стал для меня таким дорогим, таким близким». Он молчал, глядя на меня с непроницаемым выражением лица. И я испугалась, что совершила непоправимую ошибку, разрушила хрупкий баланс наших отношений. «Прости, не надо было». «Лариса». Тихо перебил он меня, и в его глазах вспыхнул теплый, мягкий свет. «Я тоже тебя люблю. Уже довольно давно. Просто я боялся в этом признаться. Думал, ты воспримешь это как давление, как нарушение наших первоначальных договоренностей». У меня перехватило дыхание. «Правда?» «Правда». Он протянул ко мне руку, и я подошла, опустившись на колени рядом с его коляской, чтобы быть с ним на одном уровне. «Ты — самое лучшее, что случилось со мной за эти 5 долгих трудных лет. Ты видишь во мне человека, а не инвалида. Ты не жалеешь меня, не отворачиваешься. Ты остаешься рядом, даже когда становится по-настоящему опасно. Как же мне было не влюбиться в тебя всем сердцем». Я обняла его, уткнувшись лицом в его теплое, надежное плечо. И мы сидели так, казалось, целую вечность, просто держась друг за друга, не в силах и не желая размыкать объятий. В этот миг, полной тишины и безграничного доверия, я с абсолютной ясностью поняла: что бы ни готовила нам судьба, я больше не одна. У меня есть он, а у него — я. Это знание было прочнее любых контрактов и сильнее любых угроз. Судебное разбирательство началось ровно через месяц. Ольга с Глебом, отчаянно цепляясь за свое благополучие, наняли целую команду дорогих столичных адвокатов, которые пытались опровергнуть каждую нашу улику, выставляя их сфабрикованными и недостоверными. Но Даниил Романович, наш каменная стена, оказался не менее, если не более, опытным и хладнокровным юристом. Он методично, словно скальпелем, рассекал все их хитросплетения, один за другим представляя суду неопровержимые документы и находя новые свидетельские показания. Я присутствовала на каждом заседании, сидя рядом с Иваном плечом к плечу. Ольга бросала на меня взгляды, полные такой немой, кипящей злобы, что, казалось, воздух должен был загореться. Но я научилась держаться спокойно. Ее ненависть больше не пугала меня. Она лишь укрепляла мою веру в нашу правоту. На третьем, решающем заседании произошел долгожданный перелом. Прокурор неожиданно предоставил суду расшифровки телефонных переговоров Глеба с представителями тех самых фирм-однодневок. В них он откровенно, с циничной самоуверенностью обсуждал детали схемы по обналичиванию и отмыванию денег. Адвокаты оппонентов растерялись, а Ольга, сидевшая рядом, резко побледнела, будто ее ударили. Судья объявил перерыв. Когда свидание возобновилось, главный защитник Ольги попросил слова. «Ваша честь, мои подзащитные готовы частично признать свою вину и просят рассмотреть вариант досудебного соглашения. Они обязуются в полном объеме возвратить похищенные средства и немедленно уволиться из всех компаний господина Кузнецова. Взамен истец отзывает уголовный иск». Иван переглянулся с Данилом Романовичем, получил от него почти незаметный кивок и сам кивнул судье. «Я согласен, но при условии, что они также подпишут юридически обязывающие документы о неразглашении и обязуются не приближаться ко мне и моей семье, а также не вести никакой деятельности, связанной с моим бизнесом, в будущем». «Согласна», — прошипела Ольга сквозь стиснутые зубы. Ее лицо было искажено унижением и злобой. Через неделю все формальности были улажены. Ольга с семьей вернули украденные миллионы, написали заявление об увольнении по собственному желанию и подписали все соглашения. Когда мы, наконец, выходили из прохладного здания суда, Ольга на мгновение задержалась рядом со мной. «Ну, ты победила», — выдохнула она, и в ее голосе не было ничего, кроме концентрированной ненависти. «Наслаждайся своим триумфом. Но знай, ты навсегда останешься чужой в этом мире. Ты — швея, ловко зацепившаяся за богатого калеку, и все об этом прекрасно помнят». Я посмотрела ей прямо в глаза, и внутри не было ни страха, ни гнева,
лишь спокойная, холодная уверенность. Возможно. Но я швея, которая любит своего мужа и которую любит он. А вы — алчные, жадные люди, предавшие родного брата в самый трудный момент его жизни. Так кто из нас здесь настоящий чужак? Ольга резко отвернулась и, не сказав больше ни слова, ушла прочь. Ее высокие каблуки отчаянно стучали по мраморному полу. Я проводила ее взглядом и почувствовала странное, всезаполняющее облегчение. Все кончено. Мы победили. В машине Иван взял мою руку и крепко сжал ее. «Ты была сегодня великолепна, как, впрочем, и всегда». «Мы были великолепны», — мягко поправила я его. «Потому что мы — команда». Он улыбнулся, но в его глазах я увидела что-то новое, какую-то странную смесь решимости и легкого беспокойства. «Лариса, сегодня вечером я хочу тебе кое-что показать. Нечто очень важное». «Что именно?» — с любопытством спросила я. «Увидишь», — уклончиво ответил он. «Это сюрприз». Весь оставшийся день я провела в тщетных попытках разгадать его замысел. Иван внешне был спокоен, даже весел, но я, научившаяся чувствовать его настроение, улавливала легкое, почти незаметное волнение. Он определенно что-то затеял. Вечером, когда в доме воцарилась тишина, он попросил меня подняться в его спальню на 2-м этаже. Я удивилась. Обычно он спал в специально оборудованной комнате на 1-м этаже, куда мог беспрепятственно попасть на коляске. «Иван, там же лестница», — напомнила я, не понимая. «Как ты?» «Просто поднимись», — мягко, но настойчиво повторил он, — «и жди меня там». Не в силах противоречить, я поднялась по широкой лестнице и вошла в его просторную, полумрачную спальню. Огромная кровать, панорамное окно, в которое смотрела темная ночь, приглушенный свет бра. Я стояла посреди комнаты, сбитая с толку, и вдруг услышала то, чего не могло быть. Шаги. Твердые, хоть и медленные, шаги по лестнице. Сердце замерло у меня в груди. Я обернулась к дверному проему и застыла, не в силах поверить собственным глазам. По лестнице поднимался Иван. Он шел на своих ногах, медленно, осторожно опираясь на перила. Но он шел сам, без коляски, без костылей. Я инстинктивно прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, не в силах издать ни звука. Это было невозможно. Сон. Галлюцинация, рожденная от переутомления. Иван дошел до верхней ступеньки и остановился передо мной. Его лицо было искажено сложной гримасой, в которой смешались вина, надежда и страх. «Лариса», — сказал он тихо, и его голос прозвучал как приговор. «Я могу ходить». Мир вокруг поплыл, закружился в вихре непонимания. Я сделала шаг назад, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Что? Что ты сказал?» «Я не инвалид», — повторил он, и каждое слово обжигало, как раскаленное железо. «Никогда не был. Все это была игра». Проверка. Я опустилась на край кровати, не в силах больше стоять. Ноги подкосились, будто подрубленные. В голове стоял оглушительный хаос. Обломки мыслей и чувств больно впивались в сознание. Он может ходить. Всегда мог. Значит, все это, каждый день, каждую минуту, было тщательно разыгранным спектаклем, гигантской, изощренной ложью, в центре которой оказалась я. «Почему?» — выдохнула я, и мой шепот прозвучал как стон. «Зачем?» Иван сделал осторожный шаг ко мне. Я вскочила, как ошпаренная, отступая к стене. «Не подходи. Сначала объясни. Все объясни». Он замер на месте, сокрушенно проведя рукой по лицу. После того, как Милана, моя невеста, ушла от меня, едва я оказался в больнице, я разуверился в людях. Все, кого я потом встречал, видели только мой счет в банке. Говорили красивые слова, клялись в вечной любви, но стоило им столкнуться с малейшей трудностью, с моим мнимым несчастьем, как они тут же исчезали. И тогда я решил проверить, существует ли на свете любовь, не зависящая от денег, здоровья, социального статуса. Я придумал эту
эту ложь. Мой голос, когда я заговорила, дрожал от нарастающей, удушающей ярости. «Ты притворился инвалидом?» «Да». Он не стал отпираться. Его признание прозвучало горько и тяжело. Я нанял частных врачей, которые за солидный гонорар подтвердили диагноз. Приобрел самое современное медицинское оборудование, сев в эту чертову коляску и стал ждать. Ждать человека, который сможет полюбить меня такого. Не за состояние, не из унизительной жалости, а просто так. Настоящей любовью. И я идеально подошла на роль твоего подопытного кролика, да? Я засмеялась, и смех мой прозвучал истерично и дико в тишине спальни. Бедная, отчаявшаяся швея с больным отцом за спиной. Идеальная кандидатура. Ей некуда деваться, она согласится на все. А ты будешь сидеть в своей дорогой коляске и с холодным расчетом наблюдать, как я старательно прохожу твой гнусный тест на прочность. Лариса, нет. Он снова попытался приблизиться. Сначала именно так, отрезала я. Потом? Что потом? Потом я влюбился в тебя. По-настоящему. Ты была единственной, кто с первого дня видел во мне не инвалида, а личность. Ты защищала меня от родни, стала моим настоящим партнером, моей опорой. И делала это не из расчета, не из жалости, а просто потому, что ты такая. Сильная, умная, честная. «Но ты продолжал лгать!» — выкрикнула я, и слезы, наконец, хлынули из глаз. «Месяцы! Ты мог сказать правду, когда понял, что мои чувства искренни». «Боялся», — тихо признался он, и в его голосе впервые зазвучала неуверенность. «Боялся, что ты уйдешь, что не простишь, что все разрушится. Я хотел быть абсолютно уверенным». «В чем?» Я встала, сжимая кулаки. «В том, что я люблю тебя достаточно сильно, чтобы простить такое чудовищное предательство». В комнате повисла тяжелая давящая тишина. Иван стоял передо мной, и я впервые видела его в полный рост. Высокого, крепкого, абсолютно здорового мужчины. Не было ни коляски, ни намека на былую беспомощность. Вся та реальность, которой я жила все эти месяцы, оказалась миражом, карточным домиком, построенным на обмане. «Я не знаю, что сказать, кроме того, что мне бесконечно жаль». Его слова прозвучали приглушенно. «Я поступил подло, цинично. Я использовал твое доброе сердце и честность. Но, клянусь, мои чувства к тебе — единственное, что не было ложью. Я люблю тебя, Лариса. Люблю ту, какая ты есть». «А я любила человека, который не существует», — ответила я, и мой голос был холоден и пуст. «Того, кто сидел в коляске, кто нуждался в моей поддержке и заботе. А этот человек...» Я с ненавистью указала на него. «Этот человек просто играл со мной, как с марионеткой». «Нет». Он покачал головой, и в его глазах стояла настоящая боль. «Это был я. Просто я без инвалидности. Все мои мысли, слова, чувства к тебе — все это была чистейшая правда». Я отвернулась к окну, чувствуя, как новая волна слез подступает к горлу. Все, во что я верила, чему радовалась, за что боролась, наша общая история, наша любовь — все это оказалось колоссальной, продуманной мистификацией. «Уйди», — прошептала я, глядя в темное стекло, в котором отражалось мое искаженное болью лицо. «Пожалуйста, оставь меня одну». Лариса, «Уйди!» Это был уже не крик, а какой-то животный рев, вырвавшийся из самой глубины души. Он не стал больше настаивать. Я услышала, как за моей спиной раздались его шаги. Ровные, твердые, совершенно нормальные шаги здорового человека. И он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. И только тогда я рухнула на пол и зарыдала, давясь слезами и пытаясь заглушить звук этих уходящих шагов, которые навсегда хоронили того, другого, несуществующего Ивана. Всю ночь я не сомкнула глаз, лежа в гостевой комнате и уставившись в потолок. Внутри бушевала гражданская война.
Одна часть меня, униженная и оскорбленная, кричала: «Уходи, немедленно!» Он использовал твое самое уязвимое место, твое сострадание. Он месяцы водил тебя за нос, как послушную собачонку. Другая же, более тихая, но настойчивая, шептала: «А разве он не спас твоих родителей? Не дал отцу шанс на выздоровление? Разве он не был с тобой честен во всем, кроме этого? Разве не он защищал тебя от Ольги, доверял тебе, видел в тебе равное?» Обман был чудовищным. Но все хорошее, что было между нами, разве оно было ложью? К утру я так и не нашла ответа, который устроил бы и разум, и разорванное пополам сердце. За завтраком мы сидели напротив друг друга в гробовом давящем молчании, разделенное не только шириной стола, но и целой пропастью лжи и боли. Иван выглядел ужасно. Лицо серое, под глазами глубокие темные провалы, выдававшие бессонную ночь. Я, вероятно, была его отражением. «Лариса». Его голос прозвучал хрипло. Он с трудом выдавил из себя слова. «Я понимаю, что ты в ярости. Ты имеешь на это полное право. Но дай мне, умоляю, шанс все объяснить, попытаться исправить». «Как?» — спросила я устало, глядя в свою нетронутую чашку. «Время не повернуть вспять, ложь не отменить. Ты не можешь просто стереть те месяцы, что я прожила в твоем вымышленном мире. Я могу открыть тебе всю правду, без единой утайки». Он положил на стол аккуратную папку с документами. «Вот, это мои настоящие медицинские заключения. После аварии у меня и вправду были серьезнейшие травмы позвоночника. Врачи в один голос твердили, что шансов на то, что я снова буду ходить, практически нет. 3 года я провел в этой коляске, Лариса. Настоящей коляске. Я знаю, каково это — быть абсолютно беспомощным, зависеть от каждого, ловить на себе взгляды, в которых смешаны жалость и брезгливость. Я прошел через ад реабилитации, через несколько операций, и мне чудом удалось восстановиться. Полностью. Год назад я уже был здоров. И тогда в моей израненной голове и родился этот чудовищный план. Проверка. Я молча перелистала страницы. Все сходилось. И история травм, и оперативное вмешательство, и заключение о полном восстановлении. «То есть ты действительно был инвалидом?» — уточнила я, пытаясь собрать воедино рассыпавшуюся мозаику. «Да, 3 долгих года. Я знал эту боль изнутри. И именно поэтому, оправившись, я решил проверить всех и вся, притворившись снова беспомощным. Я отчаянно хотел найти того единственного, кто не предаст, не ударит в спину, не воспользуется моей мнимой слабостью. И я нашел тебя. И в тебя же по-настоящему, без всяких игр, влюбился». Я долго смотрела на него, в его умные, полные раскаяния глаза, пытаясь разглядеть за ложью того человека, которого полюбила. «Твой план с Ольгой? Разоблачение воровства? Это тоже было частью твоего спектакля?» «Нет», — он твердо покачал головой. «Это была суровая реальность. Они и вправду воровали. Они угрожали тебе и твоим родителям. И ты помогла мне остановить их по-настоящему. Это не было игрой, Лариса. Это наша с тобой общая, честно выстраданная победа. А родственники, они знают, что ты здоров?» «Нет, никто. Кроме Даниила Романовича. Он знал с самого начала и помогал мне организовывать этот маскарад». Я встала и прошлась по комнате, чувствуя, как стены смыкаются. «Мне нужно время, чтобы все это переварить, чтобы понять». «Сколько угодно», — тихо сказал он. «Я буду ждать. Сколько понадобится». Следующие несколько дней я провела у родителей. Мама ахала и причитала, услышав мою историю. Отец же слушал молча, вникая в каждое слово. Потом, отхлебнув чаю, произнес: «Подлец, конечно, но любит тебя. Это видно». «Как ты можешь это говорить?» — возмутилась я. «Он же лгал мне все эти месяцы». «Врал?» — согласился отец. «Но и правда сказал. Мог бы и дальше молчать, а он открылся сам, добровольно. Рубит сук, на котором сидит. Значит, дорожит тобой,
по-настоящему. Мама взяла меня за руку. «Лариска, а ты-то его любишь?» Я задумалась. Любила ли я того Ивана в коляске, образ, созданный для проверки? Или того настоящего, сильного и здорового, что скрывался за этим образом? «Не знаю», — честно призналась я. «Думала, что люблю, а теперь я не понимаю, кто он на самом деле». «Тогда узнай», — мягко посоветовала мама. «Дай шанс ему. И себе». Через неделю я вернулась в тот огромный, когда-то чужой, а теперь ставший почти родным дом. Иван встретил меня в холле, стоя на своих двоих в обычной одежде, без намека на коляску. Я все еще не могла привыкнуть к этому новому, непривычно высокому и статному облику. «Я решила», — сказала я, не здороваясь и не снимая пальто. «Даю тебе 1 месяц. Ровно 30 дней мы будем жить как обычная пара. Без лжи, без игр, без масок. Ты покажешь мне, кто ты есть на самом деле, а я посмотрю, могу ли я быть с этим настоящим человеком». Он молча с облегчением кивнул. Договорились. Этот месяц был самым странным периодом в моей жизни. Иван словно заново знакомил меня с собой, с тем, кем он был на самом деле. Он брал меня с собой на заводы, показывал, как кипит его работа, водил на сложные переговоры, где он был жесток, решителен и невероятно умен. Он оказался еще более энергичным и целеустремленным, чем я могла предположить. Без коляски он был похож на сжатую пружину, постоянно находящуюся в движении, в поиске новых целей. Мы много говорили по вечерам о его прошлом, о тех мотивах, что двигали им, о его страхах. Он признался, что после предательства невесты окончательно потерял веру в людей, в искренние чувства. Я боялся, что никогда не встречу человека, который полюбит меня просто так, ради меня самого, а не ради моего состояния, — сказал он как-то вечером, глядя на огонь в камине. Отсюда и эта чудовищная проверка. Я знаю, это было жестоко и несправедливо по отношению к тебе, но я не знал другого способа убедиться. В моем мире, Лариса, все имеет цену. Любовь, верность, дружба. Все продается и покупается. А я так отчаянно хотел найти что-то настоящее. «И нашел?» — спросила я, глядя на его руки, сжимающие край стола. Он поднял на меня взгляд, и в его глазах не было ни тени сомнения. «Да, тебя». Постепенно, день за днем, мой гнев начал отступать, уступая место сложному, противоречивому пониманию. Я начинала видеть мотивы, двигавшие им. Изуродованное предательством недоверие, глубокую запрятанную рану, страх снова оказаться использованным и брошенным. Я не оправдывала его методы, они были чудовищны, но начинала понимать их истоки. Он был ранен, напуган и отчаянно защищался от призраков прошлого так, как умел, ложью и манипуляцией. И что важнее всего, я заметила, он оставался тем же самым человеком, в которого влюбилась, умным, проницательным, с ироничным взглядом на мир и невероятной внутренней силой. Просто теперь он мог ходить. Разве это меняло его суть? Разве та любовь, что родилась между нами, была привязана к коляске? Под конец нашего месячного испытательного срока Иван устроил тот самый сюрприз, о котором говорил когда-то. Он повез меня в свой загородный дом. Место и вправду оказалось райским уголком. Вековой лес, зеркальная гладь озера, оглушительная, целительная тишина. Мы бродили по берегу, и в этих прогулках не было ни капли напряжения, только легкость и безмолвное понимание. «Лариса», — остановился он вдруг, поворачиваясь ко мне. «Месяц прошел. Ты приняла решение?» Я смотрела на него, высокого, сильного, того самого человека, которого когда-то полюбила, не ведая о его здоровье. Полюбила не за деньги, не из жалости, а за его ум, его неизгибаемую волю, его способность бороться и не сдаваться. «Решила», — кивнула я, и в душе воцарилась странная, долгожданная ясность. «Я остаюсь, но с одним железным условием — больше никакой лжи.
Никогда. Ни в чем. Обещаю. Он обнял меня, и в его объятиях была вся искренность, на которую он был способен. Клянусь тебе, больше ни единого слова неправды. Мы стояли, слившись в объятиях, и я чувствовала, это правильно. Да, наше начало было уродливым и лживым, но разве это перечеркивало все, что мы пережили вместе? Борьбу с Ольгой, взаимное доверие, поддержку в самые трудные минуты. «Есть еще кое-что», — сказал Иван, мягко отстраняясь. «Я хочу устроить большой прием, пригласить всех моих деловых партнеров, знакомых, прессу и объявить правду, всю, о том, что я здоров, что все это время был самозванцем». «Зачем?» — искренне удивилась я. «Чтобы между нами не осталось ни одного секрета. Чтобы ты никогда не чувствовала себя соучастницей этого обмана. Пусть все знают, и пусть я приму любые последствия». Прием состоялся через 2 недели. Огромный бальный зал, около 100 гостей, блицы фотокамер. Я нервничала, не зная, как отреагирует этот бомонд на скандальное признание. Иван вышел на сцену один, без тени коляски. По залу прокатилась волна изумленного шепота, переходящего в гул. «Друзья, партнеры», — начал он. Его голос был ровным и уверенным. «Сегодня я хочу очистить свою совесть и сказать вам правду. Последние несколько месяцев я сознательно притворялся инвалидом. На самом деле я полностью здоров и восстановился больше года назад». Зал взорвался. Кто-то ахал, кто-то в недоумении переглядывался с соседями. «Почему я это сделал?» — продолжил Иван, заглушая шум. «Потому что я хотел докопаться до сути. После аварии и последовавшего за ней предательства я разуверился в людях. Я решил провести жестокий эксперимент, чтобы узнать, существует ли в нашем мире искренность. Любовь не ради состояния, помощь не из жалости». Он указал рукой в мою сторону, и все взгляды устремились на меня, стоявшую в первом ряду. И я нашел. Моя жена, Лариса, согласилась выйти замуж за человека, которого все считали беспомощным инвалидом. Не потому, что ей некуда было деться. У нее была возможность взять деньги и уйти. Такой пункт был в нашем брачном контракте. Но она осталась. Она защищала меня, помогала, стала моим настоящим партнером и другом. Она полюбила того, кем я был внутри, а не снаружи. Он спустился со сцены, подошел ко мне и взял мою руку. «Лариса, я прошу у тебя прощения здесь, при всех, за мою ложь, за обман, за то, что использовал твое доброе сердце. Ты заслуживала правды с самого первого дня, но я был слаб и труслив». В зале воцарилась гробовая тишина. Я чувствовала на себе десятки взглядов, осуждающих, сочувствующих, любопытных. Я сделала глубокий вдох. «Я прощаю тебя», — прозвучал мой голос, громкий и четкий, разносящийся под сводами зала. «Потому что, несмотря на ложь, ты дал мне больше, чем кто-либо другой в моей жизни. Ты вернул мне веру в себя, подарил семью и будущее. И я верю, что наша любовь настоящая. Пусть она началась неправильно, но отныне она будет строиться только на честности». Иван обнял меня, и зал взорвался аплодисментами. Кто-то хлопал из искреннего уважения, кто-то из облегчения, что неловкая драма наконец разрешилась, но для нас это уже не имело значения. После окончания приема к нам подошел один из старейших партнеров Ивана, седовласый, с умными глазами бизнесмен. «Рискованная игра, молодой человек», — сказал он, пожимая Ивану руку. «Многие теперь будут считать тебя циником и манипулятором». «Я знаю», — кивнул Иван. «Я готов к последствиям, но я тебя понимаю». Старик обвел нас обоих внимательным взглядом. «В нашем мире, где все измеряется деньгами и статусом, найти искренность невероятно трудно. А ты нашел. Так что береги ее». Иван еще раз кивнул, на этот раз более твердо. «Обязательно. Буду». В тот вечер, когда мы вернулись домой после оглушительного приема, в наших апартаментах воцарилась непривычная, хрупкая тишина, полная невысказанных мыслей и нового понимания.
Иван, стоя у панорамного окна, за которым угасал огнями город, обернулся ко мне. «Я хочу, чтобы мы начали все заново», — сказал он тихо, но очень внятно. «По-настоящему. Как самая обычная пара, без контрактов, без оговорок, без тяжелого груза прошлого». «Но у нас же есть брачный контракт», — осторожно напомнила я, все еще чувствуя под ногами зыбкую почву. «Юридический документ». «Я хочу его расторгнуть», — твердо заявил он. «Составить совершенно новый. Или вообще попробовать жить без него. Просто любить друг друга. Доверять без бумаг и печатей. Строить наше совместное будущее на чувствах, а не на параграфах». Я задумалась, ища в себе ответ. И нашла его. Неожиданный и ясный. «Знаешь, давай поступим иначе. Контракт оставим, но изменим его до неузнаваемости. Пусть в нем не будет ни слова о деньгах, разделе имущества или взаимных обязательствах. Пусть это будет декларация наших принципов о равенстве, о безусловной честности, о взаимном уважении, которое сильнее любых юридических норм. Согласен?» Он улыбнулся, и в его улыбке впервые за долгое время не было ни тени вины или напряжения, только светлая, чистая радость. «Согласен», безоговорочно. Прошел год. Год спокойной, нормальной жизни, без драм, интриг и скрытых масок. Иван с новой энергией взялся за бизнес, расширив его границы. Я активно помогала ему, и, к моему собственному удивлению, обнаружила в себе неплохие способности к аналитике и стратегическому управлению. Из жены-сиделки, жены-напарницы по притворству, я превратила Лив в его настоящего, равного партнера, чье мнение имело вес. Родители окончательно обжились в своей новой светлой квартире. Папа, пройдя через все круги реабилитации, не просто восстановился, он нашел новое призвание, устроившись консультантом в реабилитационный центр, где помогал другим людям, пережившим инсульт, обрести веру в себя. Мама с головой окунулась в радости бабушкиства. Моя сестра родила двойню, и ее энергия и любовь были теперь безраздельно отданы внукам. Об Ольге и ее семье я больше не слышала. До нас доходили слухи, что они покинули город, начав какое-то дело в другом регионе. Иван не стал преследовать их судом, решив, что возвращенных миллионов и сохраненной репутации компании достаточно. Месть не была ему нужна. Он обрел нечто большее — покой. А еще я, наконец, осуществила свою самую заветную, полузабытую мечту. Иван без колебаний поддержал меня, помог поступить на престижные курсы дизайна одежды. Оказалось, что 43 года — не помеха для учебы, а скорее преимущество, дающее жизненный опыт и вкус. Я с головой погрузилась в творчество. Эскизы, подбор тканей, создание своих первых коллекций приносили мне чувство счастья, которого я не знала никогда прежде. Однажды, тихим вечером, когда мы сидели в гостиной при мягком свете лампы, Иван вдруг спросил: «Ты жалеешь о чем-нибудь?» Я задумалась, перебирая в памяти все виражи нашей общей судьбы. Жалею ли я о том, что связала жизнь с этим сложным, противоречивым, ранимым и сильным человеком? О том, что прошла через горнило обмана, интриг и отчаянной борьбы? «Нет», — ответила я честно, глядя ему прямо в глаза. «Не жалею ни о чем. Это была трудная, извилистая дорога, но она привела меня именно туда, где я по-настоящему счастлива. Разве не это главное в итоге?» Он обнял меня, и в этом объятии была вся нежность и благодарность Вселенной. Я тоже не жалею ни о чем. Ты — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Даже если я узнал и обрел это самым странным, самым немыслимым путем. Мы сидели в тишине, обнявшись, и я думала о том, как непредсказуема жизнь. Порой она преподносит самые странные уроки, ведет окольными, запутанными тропами, заставляя падать и подниматься. Но если идти с открытым сердцем, не бояться трудностей и упрямо верить, что в людях есть свет, можно отыскать свое счастье даже там, где его, казалось бы, не может быть по определению. Моя история началась в бездне отчаяния и в паутине чужого обмана, но закончилась, или вернее обрела свое настоящее начало, любовью и пронзительной выстраданной правдой.
А разве не об этом в глубине души мечтает каждая женщина? Быть любимой не за мимолетную красоту, не за молодость или богатство, а за саму свою суть, со всеми слабостями, страхами, ошибками и той самой силой, что прячется в самых потаенных уголках души. Я обрела такую любовь в человеке, который когда-то сидел в инвалидной коляске, притворяясь беспомощным. Это была странная, причудливая, запутанная история, но она стала нашей единственной и неповторимой историей. И сегодня, оглядываясь назад, я благодарна судьбе за каждый ее, даже самый крутой и опасный поворот. Спасибо, что были с нами до конца этой непростой истории. Если она затронула ваши сердца, оставьте, пожалуйста, комментарий. Нам очень важно знать ваше мнение. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, чтобы не пропустить новые истории о жизни, любви и выборе, который меняет все. До новых встреч!